Всем привет! Это канал Этнографика. Меня зовут Виталий Штыбин. И сегодня у нас очередной подкаст из серии интервью с историками, археологами, этнографами и лингвистами, а также специалистами других наук, связанных именно с регионом Кавказа. И сегодня мы поговорим с Альбертом Бифовым, специалистом по языкам народов Северного Кавказа, независимым исследователем и знальщиком. И с Альбертом мы знакомы уже достаточно давно, много лет. В 2019 году он помогал мне при создании большого видеоролика об адыго-абхазской языковой семье, для которого записал некоторое количество слов и фраз на кабардинском. И также Эльберт тогда создал такой отдельный небольшой видеоролик, который был встроен в этот большой выпуск, в котором он, как специалист, озвучил звуки, слова и фразы на убыхском языке, который, напомню, исчез в 1992 году, последний его носитель умер. А также он позволил услышать звучание реконструированного праадыгского языка древнего, основанное на специальных научных лингвистических методах. Вот, с тех пор прошло, так сказать, немало лет. И вот мы снова встречаемся с Альбертом в новом выпуске, теперь уже большом, где достаточно подробно поговорим о языках адыго-абхазской языковой группы и учтем уже все новейшие открытия, которые произошли в этой сфере за последние годы, а также поговорим о частных исследованиях самого Альберта в этом направлении. Поэтому в этом выпуске у нас будет рассказ о том, как устроены языки Западного Кавказа, об их истории и генезисе. Мы также поговорим о сложностях реконструкции языков, особенно таких вот уникальных, как изолированных, да, как кавказские. Поговорим о языковых экспедициях в Турцию, которые проводил Эльберт вместе с Мадиной Паштовой несколько лет назад. И, конечно же, о том, как современные технологии, с одной стороны, они уничтожают, очень сильно негативно влияют на языки, но, с другой стороны, парадоксальным образом помогают их сохранять. И вот об этих особенностях языковых технологий мы сегодня тоже поговорим. В общем, присоединяйтесь, приготовьтесь, будет интересно. Альберт, приветствую тебя сегодня в эфире. Привет, Виталик. Рад тебя видеть. Мы давно достаточно не виделись, и, в принципе, всегда приятно, так сказать, через время встретиться и обсудить, как меняется наша жизнь, как наши исследования проходят. Вот, сегодня, да, хотел бы поговорить с тобой о твоих исследованиях, довольно интересных, потому что, да, вот с тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись, у тебя много интересного повыходило, ты ездил в Турцию еще, занимался исследованиями, и в целом такой интересный пласт результатов, которые я вот увидел в твоих публикациях, которые хотел бы обсудить, и чтобы люди вот так поближе узнали об этом сегодня. Вот, и да, сегодня давай вот с тобой поговорим на эту тему, но хотелось бы начать более таких простых вещей, чтобы немножко все-таки познакомить тебя с аудиторией, которая не в курсе вот твоих исследований. Смотри, вот обычно, да, говорят, поговорка, да, исследователь сам выбирает тему, а иногда тема в исследователя. Вот в твоем случае как получилось, что ты решил изучать языки именно? Это скорее с детства пошло. Мне с детства было интересно. У меня много книжек было по филологии. У меня тетя была филологом. И, как-то вот натыкался на какие-то интересные книжки. И вот интерес зародился. Плюс почему-то у меня всегда тяга к сравнению чего-то. Вот в биологии у меня была энциклопедия по биологии. Я сравнивал виды, насколько они различаются. Вообще все это очень сильно занимало. А вот интересно, что адыгская диалектология моя началась с книжки по названиям растений. Это Хакунова Борозби, она у меня в детстве была. Мне даже не интересны были эти названия растений, мне интересны были слова. Почему в разных диалектах они по-разному звучат. И вот я пытался установить закономерности какие-то. Вот примерно с этого началось. Дальше больше литературы. Но, к сожалению, у нас в нашем детстве профориентации какой-то не было. Никто не разглядел, что будущий лингвист, и не отдали в нужное учебное заведение. Так что вот с этого все началось.
Да, наша грустная история, да, как сказать, Да. когда наши интересы не улавливаются в детстве, и мы потом через время уже в взрослом возрасте идем доучиваться. Да, интересно довольно получилось. И, насколько я понимаю, у тебя нет до сих пор, да, филологического какого-то образования, ты не получал, да? Но ты при этом занимаешься довольно давно лингвистикой, то есть, в принципе, бэкграунд хороший. То есть, плюс еще дизайн, насколько я помню, тоже ты занимаешься дизайном, Да. и IT, вот этот технический бэкграунд. Вот как тебе вот это помогает в исследованиях, вот весь набор скиллов этих? Про филологическое начну. Это моя лень, мое нежелание как-то окунаться вот в эту всю бюрократию и так далее. Но это нужно делать, и вот как-то меня мои коллеги постарше заставили. Сейчас в процессе это дело. Я учусь, я вот собираю материал для кандидатской диссертации. В принципе, все в процессе. Я думаю, в ближайшие года это все закончится, и будет какая-то корочка, которая необходима. А насчет вот этого бэкграунда, дизайн, IT и так далее, конечно, помогает, когда у тебя какой-то технический склад ума, когда ты понимаешь, как устроены какие-то вещи, ты можешь систематизировать их. Само собой, это помогает, и это видно чаще, в сравнении с тем, как мои коллеги работают. Вот они тыкаются куда-то, мучаются, а ты можешь это очень быстро там скриптом собрать или очень быстро найти информацию, то есть знаешь, как это все работает. А вот это классно, на самом деле. И я заметил еще редкое довольно явление, общаясь с коллегами, заметил такую штуку. Университеты в последнее время очень сильно настаивают на том, чтобы их профессора там, или студенты изучали IT, хотя бы использование искусственного интеллекта. И прям Ну курсы да. делают всякие, да. А как бы гуманитарии, они по привычке сопротивляются. Они такие, мне не надо, я не буду. И вот пока что нет, не матчится, так сказать, эта история. Да, это большая проблема на самом деле, потому что без ИИ сейчас вообще нечего делать. Хотя бы какие-то базовые скрипты надо уметь писать, вообще понимать, как программы работают. Это такая база, да, которая сейчас нужна всем, я думаю. Упрощает работу. Смотри, вот раз мы затронули лингвистику, эта наука в целом довольно такая обширная, да, то есть в ней много разных направлений. И в каком из этих направлений ты специализируешься? Да? Как вот, знаешь, бывает в гостях сидят, ты же врач, ты же юрист, а ты все-таки, у тебя есть специализация, вот как ты ее определяешь? Я скорее фонолог изначально, потому что с самого начала мне было интересно, как устроены звуки языка, как они вот в разных диалектах соответствуют друг другу, к чему они восходят, с чем соответствуют в соседних языках, родственных и так далее. Вообще все началось, это, такая интересная история. В 10-х годах у нас в Нальчике очень модное такое направление мысли было, философское или еще какое-то, типа макабза, то есть осмысление каждого звука в слове, что каждый звук, вот он имеет какой-то смысл, он не меняется, этот смысл. И это слово звучит именно так, потому что оно и сейчас в каких-то кругах продолжает существовать. Но тогда это казалось очень романтичным, очень таким реальным. И вот это меня зацепило. Но, естественно, моя тяга вот к тому, чтобы разобраться, как оно работает, она привела к тому, что оно совершенно иначе работает. Есть эволюция звуков, звуки могут очень сильно меняться, и, допустим, современному какому-нибудь кабардинскому одному звуку то есть он может восходить к 3-4 разным звукам. Поэтому это абсолютно так не работает. И вот оттуда примерно это и началось. Вот там начался именно научный интерес. Кстати, вот с этим автором Макабза, он с Турции сам, с Анкары, я общался, он сейчас уже сам пришел вот к этим каким-то базовым фонологическим процессам, что звуки вот так образуются и так далее. Но, к сожалению, у него тоже нет такого лингвистического образования, либо литературы нет, и он, бедный, мучается, он не может как-то вот обоснование найти своим этим идеям. И вот параллельно, относительно недавно я занялся диалектологией. Диалекты всегда мне интересны были. Я вот адыгейские диалекты стал учить в детстве еще. В принципе, понимал из детства. Пытался послушать там по песням, там по передачам каким-то, в газетах смотрел и так далее.
Мне это всегда интересно было, но я думал, это такая вот уже закрытая тема, закрытый гештальт, то есть ученые все уже до меня написали, сделали, но оказывается, что в диаспоре огромный пласт абсолютно неисследованных говоров, диалектов, причем ключевых на самом деле, которые очень многое на место свое ставят. Ну, надо понимать, что после русско-кавказской войны большая часть населения оказалась за границей, и, естественно, большая часть языкового разнообразия, она представлена не на Кавказе. Ну, это в первую очередь касается Западного Кавказа. Там основное разнообразие диалектов и говоров было, и вот они все оказались в основном за границей. Поэтому мы их стремительно теряем, мы об этом еще поговорим, я так понял. Да, обязательно. Да, это момент такой, что срочно надо все это фиксировать. И, ну, как можно сказать, я для себя нашел миссию, что надо это все зафиксировать, надо это все как-то систематизировать и уже заниматься их изучением, реконструкцией и так далее. Пока еще вот немножко про теорию. Да, ты вот понятно, да, как ты занялся лингвистикой, но ты в какой-то момент перешел глубже, да, к исследованию праязыков. Вот как этот переход случился в твоем случае, да, что тебя заинтересовало в этом направлении исследования? Ну, праязык и работа с праязыком, реконструкция или вообще, если есть реконструируемый, то его изучение, сравнение с ним – это вообще нормальная практика для лингвиста. Я относительно недавно для себя понял, чем отличается филолог от лингвиста. То есть сейчас в России путаница, всех подряд филологами записывают, но есть очень такое большое отличие в том плане, что для филолога есть литературная норма, и это все, это такая константа, с чем все сравнивает, что незыблемо, это единственная правильная форма. А для лингвиста что литературный язык, что любой говор, что любой диалект – это какие-то современные идиомы, потомки праязыка. Праязык нужно реконструировать, и уже только с ним ты можешь сравнивать современные идиомы, какие бы они ни были, любого уровня. Это язык, это говор, это диалект, разницы не имеет. Это все современные потомки праязыка. Поэтому, то есть, подход к работе настоящего лингвиста, настоящего языковеда таков, что без праязыка, без сравнения с ним, без работы с ним невозможна работа. И вот я современные статьи читаю, сразу видно, что филолог, обычный филолог, полез в лингвистику, когда сидят и говорят, вот в этом диалекте, допустим, в беслонеевском, произошли изменения по сравнению с литературным кабардино-черкесским языком. Но это полнейший бред, потому что, наоборот, беслонеевский, он очень архаичный, и нормальный лингвист отметит, а вот в беслонеевском сохраняются такие-то архаизмы. А в кабардино-черкесском, вот опорном для литературного языка диалекте, эти изменения уже давно завершились, то есть произошли изменения. Подход лингвиста, его восприятие, его анализ совершенно другой. Более структурный получается, да. Ну, конечно, он видит хронологию, да, он видит хронологию, он видит эволюцию звуков и так далее. Не менее догматизма. Но вообще, Да. можно ли сказать, что реконструкция про языка – это такой способ услышать как даже не голос, а как мыслил человек в прошлом? Ну, из фонетики мы навряд ли поймем, как мыслил человек. Это скорее именно про то, как он говорил, как он артикулировал и так далее. Про то, что ты говоришь, это скорее, ну, если мы реконструируем семантику древнюю. Ее тоже можно реконструировать, это уже, ну, наверное, отдельная какая-то дисциплина. Ну, допустим, все современные языки, ну, можно вычленить в первую очередь те семантические единицы, которые архаичные, которые устойчивы, и они не калькированы с других языков, потому что я заметил, в Турции свои кальки существуют с турецкого языка, и мы, допустим, эти фразы не понимаем. Вот они говорят вроде бы на том же языке абсолютно, но непонятную фразу или не к месту слово какое-то. И точно так же для них мы уже привыкли, мы уже не обращаем внимания, мы тоже какие-то калькированные шаблонные фразы произносим, тоже непонятные для них. То есть вот весь этот пласт каких-то более поздних семантических фразеологизмов, если убрать, то можно как бы реконструировать то, как мысли, то, как понимали мир древние люди. Ну и плюс какая-то этимология базовая тоже вот показывает. Ну, то есть именно фонетическая реконструкция не про это скорее.
Ну да, логично. В общем-то, да. Звук нам не передаст это мышление. Да, Вот, да, да. хорошо. Давай так вот для тех, кто не сильно знаком с лингвистикой, какие стандартные методы ты применяешь в своей работе? Какие тут есть основные лингвистические методы? Методы заложены задолго до нас. Это сравнительное историческое языкознание или компаративистика называется. И вообще я вот тут хотел бы упомянуть ученых. Тут как будто про меня подкаст, как будто я лингвистику и вообще абхазо-адыговедение изобрел. Очень много ученых, очень серьезных, знаковых ученых работало в этой сфере в советское время и в постсоветское время. Вот я хотел бы их упомянуть, потому что по сей день полностью вся наша лингвистика, все наше языкознание опирается на их работы. Поэтому вот если говорить такого всероссийского уровня, это Старостин Николаев. Старостин, к сожалению, покойный уже, он очень известный ученый. Они внесли огромный вклад не только в абхазо-адыгское языкознание, вообще в северокавказское языкознание. Они создали базу данных про северокавказского языка, его потомков. Я, например, в своей работе все время опираюсь на эту базу данных, сверяюсь с ней. Ну, она, конечно, не полная, они вот насколько смогли заполнили ее, но это большое подспорье. Также я упомяну адыгских ученых, которых, к сожалению, уже никого нет, но они тоже огромную базу оставили. Это Кумахов Мухаддин, это Шагиров Амин и Абдоков Ауэс. И вот абхазский ученый, который ныне здравствует, это Слава Чирикба, с ним постоянно я в контакте, все время советуюсь. Большая благодарность ему, потому что это живой классик, это такой последний, наверное, большой крупный ученый мирового уровня. Вот, к сожалению, вот такая картина сейчас по лингвистике абхазо-адыгской. И вот методы, которыми я работаю, литература, с которой работаю, словари, с которыми я работаю, это вот эти люди оставили. Огромный багаж, огромный бэкграунд. Да, даже очень жалко, конечно, что целые пласты, получается, уходят, не так передается, да, вот эта вот Да, научная к мысль. Кстати, а вот ты еще здесь вот упомянул их, поправь меня, если я не прав. Если не ошибаюсь, Джордж Хьюитт, кажется, да, и Джон Колорусо связаны тоже с исследованием лингвистики. Да, связаны. Просто, я таких самых знаковых назвал. Конечно, если мы уходим уже на мировой уровень, там без Дюмизиля никак, потому что никакого быхского языка до нас не дошло бы без Дюмизиля, без Ханса Фокта, без Миссароша, без Адольфа Дира и так далее. То есть я именно перечислил тех ученых, которые вот в советское и постсоветское время именно абхазо-адыгским языкознанием вот эту базу оставили. А, естественно, Джордж Хьюитт, я его записями пользуюсь, мы тоже переписывались с ним через Facebook, что-то он мне подсказывал. Да, это тоже знаковый ученый для нас, очень большой вклад для нас сделали, по крайней мере тем, что они успели зафиксировать убыхский язык, без которого сегодня многие реконструкции, многие какие-то этимологии, они просто бы не состоялись. Согласен с тобой. Да, такой еще теоретический вопрос. Да, занимаясь наукой, есть вот эти вот грани, да, науки, когда есть ядро ее, в классических гуманитарных науках, и есть такая периферия, в которой спорные теории крутятся, которые могут стать впоследствии, да, базой, или отпасть совсем, да, называемая теория Куна, или вот этих переворотов эпистемологических. Вот многие, кто занимаются наукой, это вот особенно в лингвистике есть такое, да, они иногда опираются на интуицию. И как понять, что вот мысль твоя движется в правильном направлении, что ты твое вот видение, оно не ведет тебя к ошибке и не стыковкам с наукой, с научными какими-то данными? Если мы о интуиции говорим, я не считаю это чем-то таким мистическим. Это скорее такой опыт твой, который в какую-то бессознательную память ушел, и вот когда надо, он выскакивает и подсказывает тебе. Вообще я с археологами общался, и от них часто слышал, что множество находок, особенно от каких-то таких знаковых, они чисто интуитивно происходили. Вот вышел археолог в поле там или в какую-то местность пересеченную, и у него какое-то чутье, что вот тут копать надо. И так оно и работает. Но, опять же, это никакая не мистика, это очень большой опыт. То есть насмотренность, начитанность и так далее. Точно так же и в лингвистике.
ты просто мог давно забыть то, что ты читал, то, что ты встречал, потому что это так много информации, и где-то то, что тебе кажется чисто интуитивно тебе понятным или интуитивно правильным, потом оказывается, да, вот когда-то же я читал это. Поэтому да, это так работает, сознание так человека работает, поэтому я так на это смотрю. Абсолютно согласен с тобой, да, в этом смысле, что да, интуиция – это опыт. Все-таки в первую очередь это такой бессознательный опыт скорее. А вот смотри, если мы говорим об этих реконструкциях, да, есть такое мнение, такое, оно немножко обывательское, конечно, но в целом критическое, да, которое говорит о том, что якобы вот эти все реконструкции про языков – это вот какая-то такая фантазия, такая, знаешь, вот условная абстракция. Вот как объяснить людям, кто не знаком с методами лингвистики, о том, что это не совсем так? Ну, это же отработанные методы, причем отработанные где-то с 18 века, с индоевропеистикой как раз-таки. Когда санскрит открыли, когда древнеперсидский открыли, их начали сравнивать с древнегреческим, с латынью, с литовским, вот с более архаичными языками. И тогда уже эти методы стали вырабатываться, то есть им не 100 лет этим методам уже. И они все оттачиваются и оттачиваются. Просто они уже экстраполируются на разные языковые группы, и чем больше в этой группе языков, тем лучше этот метод работает. Ну вот нам повезло, например, что в адыгском немало диалектов, они все разные. В каждом диалекте свои фонетические процессы произошли, и есть что сравнивать. Поэтому, вот, допустим, насчет фонетики проадыгского, вот, который в первую очередь Куйперс занимался, голландский ученый, Кумахов также продолжил отчасти, там и Чирикба поработал. Вот я сейчас тоже что-то добавляю, потому что вот по моим исследованиям вот этих диалектов турецких, там есть что добавить, оказывается. Ну, в общем, благодаря вот тому, что у нас так много диалектов, вполне хорошо это реконструируется фонетика проадыгского языка. Но сложнее уже с грамматикой, например, потому что грамматические единицы в кабардинском, бесслонеевском сильно отличаются от адыгейских, допустим, вот от западных диалектов. И вот что было древнее и как это реконструировать, ну, это больше сложностей вызывает, но тоже вполне себе выполнимо. А, допустим, с праабхазо-адыгским чуть сложнее, потому что, ну, до нас дошло всего, можно сказать, 3 языка. Вот, ну, 3 группы языков. Это адыгская группа языков, это абхазо-абазинская группа языков и убыхский. Вот, допустим, как убыхский звучал 2000 лет назад, мы через сам убыхский не поймем, потому что не было диалектов, до нас дошел только один убыхский язык. Мы только можем, сравнивая с внешними вот его связями, то есть с адыгским языком, с абхазским языком, только так понять, как он на более древнем уровне звучал. Поэтому, да, это, конечно, условность, но условность, подтвержденная множеством фактов, отработанной такой схемой, отработанной методологией. Поэтому это работает на самом деле. Есть здесь чем подкрепить, действительно, Да. получается. Давай тогда перейдем вот немножко к таким частным вопросам по поводу абхазо-адыгских языков. Есть ли, да, основная версия, которая объясняет, когда началось расхождение адыго-абхазских языков и что повлияло на эти процессы? Ну вот смотри, до сих пор все опирались на калькулятор старости, но у них есть... Ну, он очень старый, конечно, он в начале 2000-х, даже в конце 90-х программка была написана, и там абсолютно машинально данные подбираются, есть ошибки. Ну, в общем, я сел и исправил это немножко. Исправил, плюс параллельно посчитал, ручную, через Excel-таблицу, каждое слово перепроверял по списку сводыша. Это вот основной метод, это по списку сводыша сравнивают либо 100 слов, либо 200. 100 чаще всего сравнивают. Вот у них получалось что-то там 2500-2600 лет. Но это вообще неадекватная цифра, потому что у нас до нашей эры уже фиксируются зихи, Страбон фиксирует зихов, а зихи, понятно, что это проадыги, вот, которые в истории известно, они вот в итоге стали адыгами. Преемственность мы знаем, поэтому зихов, допустим, считать праабхазо-адыгами странно было бы, тем более уже в античности известны племена, которых можно ассоциировать там с будущими абхазами, с будущими убыхами и так далее. То есть это неадекватная цифра была. Я пересчитал, получается, цифра, что-то порядка 3000 лет.
Причем эти 3000 лет можно немножко углубить за счет того, что какие-то слова обратно могли заимствоваться. Ну, контачили же вот эти древние племена, все-таки полной изоляции не было, мы жили вот плюс-минус близкий ареал. Поэтому вот надо опираться на цифру вот эти 3000 лет, плюс еще такой факт, что нет общего названия железа для, допустим, адыгского языка и для абхазского и абазинского языка. То есть разошлись, получается, где-то еще в бронзовом веке. То есть была общая металлургия, потому что есть покровитель металлургии, вот хлебш, который у нас известен, в абхазском это щаш, то есть это одно и то же слово, если реконструировать, это одно и то же слово, оно фонетически сходится к одному прокорню, функция одна и та же, то есть это металлургия, все понятно, это был какой-то один архетип, но он, скорее всего, был еще бронзовый. А уже была общая бронзовая металлургическая провинция. А уже когда разошлись, появляется своя, у каждого народа своя уже железная металлургическая провинция, своя металлургия. То есть, это и получается 3-3500 лет назад, это примерно закат дольменной культуры. Что на это повлияло, сейчас сложно сказать, можно множество каких-то спекуляций приводить, почему они могли разойтись, почему могли распасться. Это примерно закат дольменной культуры. Вот археологов надо спрашивать, что произошло на Западном Кавказе. Кстати, независимо от меня, вот я спрашивал Славу Чирикбу, он, кажется, не считал по списку Сводыша, вот опять же интуиция у каждого лингвиста есть, по ощущениям, когда примерно языки разошлись, он говорил тоже, это второе тысячелетие до нашей эры. То же самое Кумахов писал вот в своей энциклопедии, тоже, насколько знаю, он не пользовался вот этими глотохронологией и списком Сводыша, но вот чисто по ощущениям это как-то работает, потому что даже Слава Кулешов, он сам из Питера приезжал, сейчас он в Стокгольме работает, лингвист. Он приезжал, и вот мы с ним обсуждали, он говорит, да какие там 2000 лет, говорит, это же уровень бронзового века, говорит, точно. Чисто вот на слух, вот он послушал, как абхазские слова звучат, как адыгские слова звучат. То есть чисто по ощущениям лингвист понял, что это такая древность, примерно бронзового века. Это отсылает меня к тому разговору, который я вел как-то с Михаилом Кудиным. Если знаешь, да, археолог, исследователь в Сочи. Да. Он тоже специализируется как раз на Железном веке, на вот словах, связанных с железной культурой. И он, в принципе, то же самое с точки зрения археологии объясняет. В целом это расхождение. Вот, так что, я думаю, даже, наверное, мы как-нибудь такое вот сделаем дополнение, да, я тоже обязательно запишу с ним интервью, и мы вот такой кросс-вопросник сделаем, пересечение. Я добавлю немножко, перебиваю, извини, добавлю, что даже по генетике у нас вот эти даты вырисовываются. Допустим, вот эта мажорная гаплогруппа абхазо-адыгская Г2А2Б, вот ее ветки, они все на уровне 4000 лет сходятся. То есть вот было несколько представителей потомков одного предка, которые вот расплодились после уже там 3500-3000 лет назад. Вот какой-то демографический бум произошел. Либо, наоборот, какое-то сужение, типа бутылочного горлышка, а потом вновь как бы такая взрыв популяции произошел. Так, да, краткий вопрос. В связи уж с той тематикой, которую мы затронули, и ты уже упоминал Старостину. Да, есть такая гипотеза, северокавказская гипотеза языковая. Насколько можно сказать, что она верна? Что ты вообще думаешь об этой гипотезе? Вот именно и после реконструкции Старостина и Николаева можно 100% говорить, что она подтверждается. Именно по лексике точно. А какие-то примеры ты мог бы привести? Давай, вот я чуть выписал примеров, такие более-менее явные, чтобы чуть люди узнавали эти слова, эти звуки. Вот, например, в адыгском имя это «ца». В абыгском похожее слово «пца». Кстати, тут немножко отойду от темы. Убыгское «пца», оно даже на абадзехов каких-то распространилось. Вот я был в провинции Гёнен в Турции, это рядом с Мраморным морем. Там абадзехи рядом с убыхами живут, они говорят «пца». И даже не понимают, что они уже по-убыгски это слово говорят. Они говорят, «ца» это же, говорит, блоха, как бы. Почему я должен «ца» говорить? То есть, там синонимы как бы совпадают по звукам слова. Но вот они убыгский вариант восприняли. То есть, это у них распространилось. В общем, в адыгском «ца», в убыгском «пца».
В абхазском этого корня нет, он заменился другим корнем. Но вот в восточно-кавказских, вот в каких-то дагестанских, в чеченском, там сплошь ц, цу и так далее. То есть очень похожий корень. Огонь, допустим, в праабхазо-адыгском это маджа. Маджа, из него адыгская маджа, из которого уже кабардинская мафа. Сюда же абхазская амца и убыская мэджа. И, в общем, реконструируемая форма – это маджа. И вот восточно-кавказские корреляты этому – это ц, цу и так далее. То есть тут получается тот же корень, просто без префикса вот этого окаменелого ма, но совпадают. А другой пример – это праабхазо-адыгское гу – сердце. Оно совпадает во всех наших языках, кроме, в убыхском, в принципе, то же самое, просто там палатализованный вариант г, без лабиализации, но реконструируется форма гу. И вот этому корню в восточно-кавказских отвечает ряд близких корней. Это рок, док, ирк и так далее. Вот здесь обратная ситуация. То есть, если у нас без префикса корень сохранился, то в восточно-кавказских там есть префиксация, но причем разная префиксация. То есть где-то с р префиксом, где-то с д, где-то с е и так далее. То есть вот такие ситуации бывают зеркальные как бы. И вот, да, и вот, например, во всех абхазо-адыгских языках бза или бза – это язык и анатомический, язык, вот, на котором мы говорим. Вот ему в восточно-кавказских отвечает миц, маз, мот и так далее. Тут не всем будет очевидно. Вот смотри, переход м в б, он закономерен. То есть в абхазо-адыгском б появился из м. И вот закономерное звукосоответствие ц, з, ц, вот это все закономерно. И вот тут чеченская форма мот выбивается, казалось бы. Но она происходит из более древней мот формы, т, которая в бацбийском сохраняется. Вот которые в Грузии живут бацбийцы, их немного осталось, тоже в Вайнахе. Вот у них вот эта форма сохраняется, а то из ц получается. Лингвисту понятно, что эти слова родственны. То есть где мот, а где бз, казалось бы, да? Ну да. Но да. чисто фонетически понятно, как это происходит. Ну и многие местоимения в наших языках совпадают. Во всех абхазо-адыгских языках в основе «с» – это «я», и вот в чеченском «со» – это «я». В дагестанских языках типа есть «зо», «зи» и так далее, вот такие формы. «Уа» – это «ты» в абхазо-адыгских языках в основе. В восточно-кавказских тоже есть похожие формы «уэ», «уи», «уа» и так далее, это вот в дагестанских языках. Ну, общих корней очень много можно привести, просто они будут не такие очевидны, они будут понятны специалисту, именно вот как реконструируемые формы. Ну и стоит не забывать, что по реконструкции, вот, которую произвели старости с Николаевым, восточно-кавказские языки и западно-кавказские разошлись очень давно, это 6-е тысячелетие до нашей эры. Это, фактически неолит еще. Да, вот очень давний период. Большой срок. Да, раз ты уже озвучил вот эту тематику северокавказскую, то что можно сказать про грузинский язык, ну и в целом, иберийско-кавказскую языковую семью, да, потому что есть еще вторая версия, более такая расширенная, которая включает грузинские языки. Что можно сказать Вот здесь? смотри, что я могу сказать, на сегодняшний день это полностью опровергнуто и не находит каких-либо подтверждений. Дело в том, что немножко идеологизированная ситуация была. Это сталинский период, сталинский режим. В это время была такая идея, в общем, что грузины должны быть, входить в вот эту большую семью. Туда же еще включали не только кавказцев, туда включали там хуритов-урартов, хаттов и так далее. То есть древние цивилизации. В общем, такая красивая картина вырисовывалась. Но вот я читал как раз-таки антологию всех этих исследований. За весь 20 век ни один ученый так и не предоставил не то что словаря, хотя бы словника, сравнивающего северокавказские изоглоссы с картвельскими изоглоссами. И вот Климов окончательно все это развенчал, потому что Климов выпустил словарь, очень большой северокавказский, не северокавказский, а кавказских языков. Туда входили северокавказские языки и картвельские языки.
он разбил вообще тематически это все, вот человек, органы человека и так далее. И вот он почти убедительно показал, не почти, а убедительно, но он просто не занимался реконструкцией, но что это, в принципе, все, ну, как бы разные корни, разные языки. А дальше уже все это добили, конечно же, школа Старостина, потому что они вполне себе обосновали хорошо про северокавказский язык, и туда ну никак не включаются картвельские языки. То есть на сегодняшний день в мире, в принципе, насколько я знаю, нет ученых, которые бы поддерживали вот эту гипотезу. Вот она именно советская. Насколько знаю, в Грузии до сих пор продолжается, знаешь, такая... В некоторых местах, да. Да. Ну, я просто общался с филологами грузинскими, которые продолжают как бы это все продвигать, но ну, в мире никто это не поддерживает уже. Это такая, да, локальная история по инерции. То есть здесь как бы наука немножко у нас, так сказать, грузинская, она разделяется на науку, которая как бы такая международная, которая базируется на современных исследованиях, и которая вот такая вот, она окуклилась там. Ну, да, я знаю. Да, и они существуют как-то параллельно чаще всего и друг друга не понимают. Ну, здесь тогда получается, да, действительно, что как бы картвельские языки, они это отдельный изолят. Ну, это очень интересно, да, это изолят, который не знают, куда включить. То есть вот эта идея включить, допустим, их в настратическую макросемью, даже там она находит какие-то, знаешь, препятствия в том плане, что даже если это настратическая макросемья, которая тоже, знаешь, гипотетическая, тоже о ней говорить нельзя как вот о чем-то доказанном, даже там это как что-то очень периферийное. То есть настолько это уникальные языки, настолько странные, настолько не похожи на остальные, что вот внешних связей до сих пор не могут установить картвельским языкам. Ну, с нашими тоже не супер установили. Ну, да. У нас, да, Северный Кавказ и все, а вот с картвельскими языками прям сложнее ситуация. Ну, интересно, да, это еще... Ну, это такой разговор для каких-то будущих тем, действительно интересный. Смотри, возвращаясь к северокавказской теории, да, мы знаем, что у нее есть тоже такие определенные проблемы с восприятием в науке, да, то есть особенно международной, да, что далеко не все принимают. Почему этой гипотезы пока не удается установить себя как такую, ну, более-менее... как бы цельную, да, которую бы принимало какое-то большинство. В чем проблема здесь заключается? Чего-то не хватает? Ну вот смотри, большая проблема. Я вообще сам был скептиком очень долгое время, пока прям вот этими реконструкциями и вот этими древними корнями не занялся. Я тоже скептиком был, потому что структурно это невероятно разные семьи, абсолютно. То есть, допустим, вот чисто фонетику если брать, в абхазо-адыгских языках во всех в основе всего 2 гласных. А в восточно-кавказских языках, особенно в войнахских, очень развитый вокализм. То есть там очень много гласных. Это уже структурные большие отличия. Допустим, в восточно-кавказских это множество падежей, там до 40 падежей может доходить. В абхазо-адыгских либо там 3, либо вообще нету. Потом в наско-дагестанских, восточно-кавказских есть система грамматических родов или классовых показателей. То есть вот типа мужской род есть, женский род есть, для одушевленных каких-то существ, для неодушевленных. То есть это все очень сильно структурировано, это все какими-то префиксами отображается. В абхазо-адыгских этого нету, в абхазском и абазинском есть вот женский род как бы, на «б» начинается, то, что, допустим, мужчине можно сказать «уара», женщине надо сказать «бара». И там различаются множественные числа для одушевленных, неодушевленных, для предметов и так далее. То есть это какие-то остатки вот этой древней системы есть все-таки. И у нас очень много окаменелых префиксов в абхазо-адыгских языках, которые слились с корнем, но когда-то, видимо, они что-то обозначали именно в виде классов каких-то, вот тех, которые существуют в восточно-кавказских языках. Еще один интересный момент, как сказал лингвист Яков Тестелец, он как раз-таки занимается кавказскими языками, в основном дагестанскими языками. Западный Кавказ – это такой кусочек Северной Америки в центре Евразии. Как это понимать? Потому что структурно вот наши языки очень похожи на языки североамериканских индейцев. Вот навахо и им родственных. Это очень такая большая группа языков, надены называется. Вот и у них, и у нас очень сильно развит полисинтетизм. Что это такое? Это когда целое предложение
оно реализуется в виде одного слова. В этом слове несколько корней может быть, куча префиксов, суффиксов, окончаний и так далее. Вообще, вот эта система, она редкая в языках мира, она была точно в хатском, поэтому башню всем сносило, кто занимался хатским. Это прям стопроцентный именно в этом плане аналог абхазо-адыгским языкам, тем более рядом существующий. И вот такие же абсолютно языки – это вот североамериканские индейцы. И вот что это? Это конвергентная эволюция, вот именно если сравнивать с индейцами, либо очень древнее родство, тут уже вопросы. Вопрос хороший. Ну, кстати, раз ты уже упомянул эту тему, давай вот ее раскроем. Да, есть еще вторая, да, гипотеза, более расширенная. Вот Старостин вывел когда-то. Да, еще он тоже там базировался, да, на более ранних исследованиях. Она вот на Дено-Кавказская или Сино-Кавказская, да, вот Да, большая такая. Вот можешь чуть поподробнее ее рассказать и как ты, в принципе, к ней относишься? Ну, про макросемью расскажу немного. Это такая гипотетическая пока макросемья, ее сложно доказать. Старостин и его коллеги, они постарались обосновать, насколько это все возможно. Они туда включили вот эти языки надены, североамериканских индейцев, сино-тибетские языки, это китайский, это бирманский, это тибетский язык, вот это большая, по численности именно большая группа языков. Это изолированные языки в Сибири, енисейские языки, из них только остался кетский язык, и то, насколько я знаю, носителей уже нет Да, там на сегодняшний день, либо там совсем два старика, пара человек. Да, что-то такое. И есть изолированный язык в Пакистане, бурушаский называется, тоже ни с кем не сходится. Вот они туда его включили. Это вот что касается Азии. Также включили туда северокавказские языки наши, вот абхазо-адыгские, навско-дагестанские. И на самом западе Европы существует баскский язык, тоже изолят. Вот его тоже туда включили. Но как я отношусь? Конечно, это все заманчиво, это интересно, это хочется исследовать, но это очень сложно. Мы тут на 8 тысячах лет не можем разобраться, был ли про северокавказский язык или нет. Вообще это родство, оно какое? Реальное, либо это восходит все к одному предку. То есть там множество гипотез, множество спекуляций может быть. А что говорить о макросемье, которая там 12 тысяч лет, 15 тысяч лет тут существовала? То есть очень сложно, но это интересно. Но я думаю, это перспективно, потому что археология развивается, генетика развивается, и в будущем вот именно вот эти макросемьи, возможно, будут накладываться на какие-то более современные исследования. Допустим, когда вот у меня какая-то старая статья есть как раз про приход абхазо-адыгов, появление абхазо-адыгов на Кавказе, ну такая она, конечно, устаревшая, про этногенез абхазо-адыгов, но вот и в ней прослеживается, и вообще вот тогда эти актуальные были исследования по генетике, что вот эти анатолийские фермеры, они пришли в Европу, они заселили в Европу, и вот до индоевропейцев там существовали палеоевропейские языки, которые, возможно, родственны северокавказским, но это такая старая гипотеза, что прасеверокавказские языки существовали вот на территории Балкан. То есть вот связь палеоевропейцев с Кавказом, она всегда была как бы актуальна. Много кто, даже Лев Клейн покойный, он писал об этом, что вполне возможно, вот, допустим, культура Триполи-Кукутени, они говорили на каких-то родственных северокавказских языках. То есть к чему я это все клоню, что вот в этом плане отчасти подсказывает, как распространялись языки, вот эта сино-кавказская гипотеза. То есть она объясняет, что баски, вот он родственен вам, получается, северокавказцам, потому что вы из одного анатолийского ядра выходите. И это все произошло как раз в неолите, в раннем неолите, получается. То есть возможно, будущие какие-то исследования, они еще покажут, как происходили миграции туда, в Азию. То есть, как будущие сино-тибетцы туда ушли, будущие индейцы ушли. Ну, кстати, вот эти индейцы, многие могут не понять, как индейцы могут относиться к этой языковой семье, потому что индейцы же давно, кажется, ушли в Америку.
Мы говорим о семье Надена, которая позже всех ушла в Америку, то есть около 7 тысяч лет назад. Это, относительно немного. Вот. О тех глубинах, которые мы говорим, если с ними сравнивать, то 7 тысяч лет – это не так много, поэтому это вполне реально, что они где-то жили в Сибири, вот рядом с этими кетами, были их родственниками и ушли туда, в Америку. Ну да, безусловно, это есть более старые группы южноамериканские, там центральноамериканские, есть более новые, и в целом такая эта история достаточно понятная. И, кстати, да, ты правильно подчеркнул, наверное, что междисциплинарные науки, скорее всего, нам многое дадут в будущем. Да и, в принципе, я смотрю, открытие сейчас вот периодически происходит. Там же та же письменность там иламская, да, вот, казалось бы, вот, буквально в 2020 году там начали расшифровку делать впервые одного из писем, которые, казалось бы, раньше вот, никак они не могли понять, как его расшифровать, а это уже вот фактически язык расшифровывается древний. Смотри, а вот ты упоминал до этого, да, что есть некая странная ситуация с северокавказскими языками, что у них есть вот общие корни, но структурно они разнятся очень сильно. Вот чем это может объясняться, такая разница при общих корнях? Пока это все объясняется сильными изменениями, вообще это называют, даже я слышал от лингвистов такой термин, как катастрофа западнокавказских языков. То есть что-то произошло, какая-то сильная метаморфоза, из-за чего они сильно структурно изменились. Возможно, это миграция каких-то других народов, других языков, то есть какая-то креолизация языка. То есть там, опять же, можно множество гипотез и спекуляций сейчас высказывать, но я не буду в это углубляться. Но факт в том, что изменения сильные произошли именно в абхазо-адыгских языках. Как мы это понимаем? Понимаем так, потому что вот эти классовые показатели, допустим, которые до сих пор работают в навско-дагестанских языках, почти во всех, они у нас есть, но в виде окаменелых префиксов. Как мы понимаем, что это бывшие префиксы? Они, часто в разных корнях слов, допустим, там «пс», «бж», «бл», там и так далее, абсолютно разных словах, первые согласные, они совпадают. И, очевидно, это какой-то префикс в прошлом. В прошлом что-то обозначал, а сейчас слился с корнем. И образовал такой кластер согласных, которые слились, вот, допустим, из двух, из трех согласных получился корень, который слились в один. То есть следы классов у нас есть, но самих классов фактически нет. Есть только память о них, какие-то остатки. То есть реликты, по сути. Да, реликты остались, и у нас получается какая-то деградировавшая система именно в этом плане. Кроме того, есть следы более развитого вокализма. Как мы это видим? У нас очень много в абхазо-адыгских языках вот этих лабиализованных согласных, там, ку, гу, там, шу, чу и так далее. Откуда они взялись? Они же тоже не на ровном месте появились. То есть это бывшие сочетания какого-то согласного, не лабиализованных, с гласным, который огублял этот согласный. То есть там был либо «о», либо «у», либо что-то «ю», что-то такое, которое повлияло очень сильно на этот согласный, и он, можно сказать, впитал в себя вот сам гласный, гласный исчез, по сути. То есть они слились. Вообще есть хорошие работы, которые объясняют все эти процессы. Вот покойный Абдоков ОВС большой вклад внес. Он как раз свою диссертацию по сравнению северокавказских языков писал и о том, как менялась именно про абхазо-адыгская система. Старостин с Николаевым я уже упоминал. И вот у Славы Чирикбы относительно недавно вышла хорошая статья о как раз-таки метаморфозах в празападнокавказском по отношению к прасеверокавказскому. Но, к сожалению, опять же, это все расшифровывать для простого обывателя надо. Это вот специалистам хорошо понятно. Это вот прекрасная информация, но вот простые люди читают и не понимают. Поэтому кто-то должен на себя эту миссию взять, все это сидеть расшифровывать. Да, научная лингвистика должна быть такая, журналистика, да. Потому что это все-таки такая не слишком простая
для объяснения простым языком такая сфера науки, наверное, да, потому что много Ну да, вот я сейчас пытаюсь, но боюсь, тоже возникнет множество вопросов. Я думаю, мы так постараемся, да, мы расширенно об этом говорим. Я думаю, в принципе, людям понятно будет. Ну, в любом случае, у нас есть комментарии, всегда можно, как говорится, посмотреть, спросить, если что, мы ответим. Смотри, ты, кстати, вот здесь сказал про это еще раз. Мы уже там 2 раза, да, получается, упомянули эту историю про так называемое бутылочное горлышко, да, как предполагаемое, которое могло случиться в какой-то период, из-за чего там изменения эти произошли, в том числе в языке, да, и ты даже как-то упоминал в одном из, я помню, интервью на Кабардинскому там каналу, YouTube-каналу тоже говорил про вот это бутылочное горлышко. Можешь кратко так еще раз вот тезисно сказать, что ты имеешь в виду под этой теорией? Ну вот смотри, мы не знаем, где и как это произошло на самом деле. То есть, это, опять же, вопрос к археологам и генетикам, скорее всего. Они до чего-то докопаются, потому что язык только показывает то, что произошло, процесс, который произошел. А что произошло? Во-первых, вот в языке произошли какие-то мутации вот у маленькой популяции. Ведь если язык большой, допустим, вот русский язык, носителей там, 140 миллионов, сколько, если не больше, да, от того, что в одной деревушке какие-то процессы произошли странные, да, вот у них отвалились там полсогласных или полгласных, это не закрепится, потому что есть большой язык, который на это обратно повлияет, и будущие носители этого же говора, да, они вновь перейдут на нормальный русский язык. А когда депопуляция происходит, вот, носителей языков становится очень мало. Любые изменения в их языке могут закрепиться, потому что у них, попросту им не у кого спросить, как правильно говорить, условно говоря. Я, кстати, это замечал, есть изолированные села в Турции, да, очень часто у них происходят какие-то вот метаморфозы очень интересные, потому что им попросту не с кем общаться, и вот они в своем кругу общаясь между собой, у них закрепляются какие-то уже фонетические изменения, которых нету у этого же диалекта, но вот в какой-то другой области. То есть вот что такое произошло. Плюс еще мы видим, что вот смотри, насско-дагестанских языков сколько насчитывают? Десятки. То есть там 40-50 языков. Самые такие холодные расчеты, да, это 25 языков. Но, опять же, это все лингвисты говорят, что гораздо больше на самом деле языков. И все они начали расходиться еще тогда, вот позже неолита, вот в 6 тысяч лет назад, 7 тысяч лет назад, они все туда восходят. То есть это очень древние языки, древние языковые группы. А с абхазо-адыгским мы видим, что, казалось бы, да, вот параллельно 2 ветви разошлись, и они должны были ветвиться абсолютно зеркально, да. Вроде бы схожая территория, это Западный Кавказ, там Восточный Кавказ. Но у абхазо-адыгской группы всего, условно говоря, 3 языка, которые разошлись не так давно, около 3000-3500 лет назад. То есть, видимо, до этого были множество языков, они ветвились, но что-то произошло, они попросту исчезли. Поэтому вот речь об этом, что какое-то бутылочное горлышко, то есть депопуляция произошла, и тот, кто выжил, вот они со своими изменениями в языке, они вот распространились и породили вот эти современные абхазо-адыгские языки. Понял тебя. Кстати, интересно то, что если мы говорим о цифре 3500 лет назад примерно, да, как расхождение, сразу вспоминается вот эта теория катастрофы бронзового века, да, когда... Само собой, это 100% да, повлияло. Связь, да. Да, видимо, они просто были как бы первыми на этой линии, так сказать, тех миграций. А может, и не первый, может, как раз-таки это как эхо докатилось. То есть экономика рухнула полностью. То есть, надо учитывать всегда катастрофу бронзового века, потому что, как мы знаем, и майкопская культура, и дольменная культура, все бронзовые культуры, они были периферией как раз-таки вот этого мир-системы бронзового века, условно говоря. Потому что мы не так далеко от Месопотамии, от Ближнего Востока, чтобы не быть этой периферией. Если туда включались от Скандинавии до Индии, до арабской цивилизации, то уж точно Кавказ это затрагивало.
И какие-то экономические связи, какие-то экономические зависимости 100% были. И когда вся эта система рухнула, то рухнула экономика на Западном Кавказе, это точно. Но связывать это вот с депопуляцией, либо, пока нет оснований. Конечно, могло быть такое, что экономика рухнула, и вот отток населения произошел. Кто-то куда-то мигрировал, либо кто-то сюда мигрировал. То есть разные сценарии можно рассматривать. Да, смена языка, да, какая-то произошла резкая. Но в целом согласен, да. И по поводу периферии, то, что вот, особенно я по Грузии в последнее время вижу, когда свежих археологических исследований много, и это сплошь какие-то огромные города там бронзового периода, бронзовой эпохи, которые сейчас вот частично были открыты, а сейчас показывают, что они еще и большие объемы, размеры и глубину хронологическую имеют. Ну, вернемся на Северный Кавказ. Да, вот эти... Это, так сказать, теория, да, про языка адыго-абхазского, если мы к ней вернемся. Вот есть ли какие-то слова из адыго-абхазской группы, которые, по твоим реконструкциям, могли звучать вот в тот давний период, там, 4-5 тысяч лет назад, и могли дойти до нас не изменившимися, либо узнаваемыми, по крайней мере? Ну, вот я выписал какие-то более-менее узнаваемые. Опять же, мы должны объяснить, что у нас в абхазо-адыгских языках во всех одноморфемный корень, и каждый согласный, он очень сильно изменяем. То есть большая вариативность бывает, в какую сторону он пойдет. Поэтому сложно вот выписать именно те слова, которые не специалисту будут узнаваемы. Вообще многие часто, когда им говорят или объясняют, что абхазский язык, он родственный язык, они говорят, да там вообще ничего не похоже. Ну, конечно, не похоже, потому что вот в этом одноморфемном корне один звук изменился, и все, фактически это неузнаваемый корень получается. Но я вот выписал несколько слов. Тут за 5000 лет я не скажу, мы все-таки говорим какой-то такой закат дольменной культуры. Ну, давай о дольменной культуре скажем. Вот в этот период как существовали некоторые слова, которые, в принципе, современные абхазо-адыгские носители вот всех языков, они, в принципе, могли бы узнать, если бы захотели сильно. Например, слово «мза» — это «луна». Оно узнаваемо, в принципе, для всех и убыхов, если были носители и адыгов, и абхазов. «Пса», «душа», она в принципе не менялась ни в одном из языков, она так и звучит. «Г» — «сердце», только в убыхском оно имело форму «г», чуть отличную, в остальных она такой стабильный корень. Слово «пхва» — это «дочь». В адыгском современном «пхо», но, в принципе, можно узнать. Слово «мыша» — это «медведь». Сравнимо с адыгским «мыша». Слово «бага» — «лиса». Вот от него происходит, допустим, адыгское «баджа», а в кабардинском уже «бажа». Но, в принципе, можно узнать этот же корень. Слово «рона» — это «дом». Это слова, которые, в принципе, можно узнать, но очень много, конечно же, слов, которые родственны, их сотни на самом деле, которые реконструируются для праабхазо-адыгского уровня, но не специалисту понять, допустим, в праабхазо-адыгском существовал корень «мышва», означающий день и счастье либо удачу. То есть вот такая же семантическая форма, она и в адыгском современном. Махо, оно означает и день, и вот какую-то удачу или счастье означает. В убыском это было мыша, в абхазском это амш или мыш и так далее. И вот реконструируемая форма это мышва. И интересно, что вот эту форму реконструируем мы находим как параллель в хатском мельхип, которое означает именно удачу. Не день, для дня там другое слово, насколько помню, в хатском, а вот мельхип означает удачу. И вот, это такая хорошая реконструкция, вернее, хороший когнат для реконструируемого абхазо-адыгского слова. И что, кстати, по времени сходится, параллельно существовал праабхазо-адыгский язык с хатским языком, это, бронзовый век. И это на заметку тем нашим чудодеятелям, которые хатский читают при помощи современного кабардинского языка и так далее. Надо все реконструировать, надо лингвистически подходить к этим вопросам. Там люди развлекаются, да, хобби у них. Да, как могут. Да. Кстати, да, сейчас ты вот называл эти слова, и мне даже вот
интересная идея пришла в голову. Я слышу вот МЗ, да? МЗы, да, у нас Луна. Мыза, точнее, Мыза Луна, да? И в грузинском «зы», да, это солнце. Это такое Да, как там есть интересные оборотка моменты. такая. Да. Там вот несколько таких слов есть, которые как будто бы немножко смысл изменили, вот этот семантический сдвиг произошел. Но, возможно, это очень древние какие-то заимствования из именно кавказских языков. Тоже такое может быть. Напомнила просто историю с русским и чешским, да, когда у нас там вот эти слова перевертыши получаются. Но видишь, это же, я то, что назвал слова, это как раз-таки ядерная лексика, которая просто так, она не меняется. То есть просто так солнце в Луну не перейдет. Вот, допустим, ты же знаешь, что в индоевропейских месяц там, вот ему когнаты, они почти во всех языках индоевропейских есть. То есть... Да, одно слово примерно, узнаваемое, да, по крайней мере. Да. Хорошо. А на твой взгляд, какая часть языка, она самая устойчивая? Вот если мы берем, допустим, фонетику, корни или грамматику, что из этого более долгоживущее, без изменений? Ну, фонетика супер неустойчива именно в абхазо-адыгских языках. У нас просто есть множество модификаторов для каждого согласного, ну, возможных модификаторов. Это палтализация, то есть смягчение. Допустим, звук «к», он если перешел в «к», он вполне возможно, что в «ч» перейдет в какой-то момент. Плюс лабиализация. Лабиализация тоже, она неожиданные результаты дает. Допустим, есть звук «ш», вот его лабиализованный вариант – «ш». Но при делабилизации он может обратно перейти в «ш», а в кабардинском и беслонеевском он не перешел в «ш». Они перешли в «ф», и так далее. Там новый ряд вообще звуков появился. То есть вот такие неожиданности. И вот не специалисту понять, как это произошло, это очень сложно. Более того, это может очень сильно быть препятствием для взаимопонимания. Допустим, ну, из моего опыта, ну, я наблюдаю, я-то хорошо и адыгейский понимаю, и говорю на нем, но вот я специально наблюдаю за тем, как кабардинцы пытаются коммуницировать вот с западными адыгами, и какие именно звуки, и какие именно слова становятся источником таких препятствий. И вот часто вот непонятным становится звукосоответствие «ч» и «в». Вот тут глухой «ч», лабиализованный «ц» или «ч», лабиализованный, а там «в». С чего? Вот я как языковед, я понимаю, откуда это взялось, и могу объяснить. Но вот простому обывателю очень сложно будет понять, что эти звуки, они восходят к одному звуку. Поэтому вот настолько изменчивость, настолько эта модифицированность звуков, она сильно влияет на то, насколько они меняются. Поэтому о фонетике мы вообще не говорим как о чем-то устойчивом. Устойчивы, конечно, корни слов. Вот как сами корни, но опять же, если мы можем реконструировать, как они фонетически звучали до этого. Вот большой пласт корней, допустим, из 100-словного списка сводыша половина, она вот, не меняется. То есть половина, она совпадает. Но именно реконструируемые. Вот так простой обыватель посмотрит этот список сводыша и скажет, тут ничего не совпадает, тут 3 слова совпадает. Поэтому вот так. Ну, и что еще? Довольно интересно, да, что... То есть, получается, действительно есть такое исследование, когда носители разных, да, условно, адыгейского, кабардинского делали, проверяли понимаемость, да, где они спотыкаются, скажем, да, понимание друг друга. Это мое наблюдение. Это твое личное не было, да, пока мое личное. Но мне интересно это, потому что я не могу понять, вот, иногда задаешься вопросом, насколько взаимопонимаемы. Но я с детства знаю адыгейский, я читаю на нем, понимаю его. Для меня это не проблема, я и говорю на нем, если надо. То есть я со всеми диалектами работаю, там, с тем же быско-черкесским, который даже остальные западные адыги могут не понимать. Для меня это не проблема, я уже специалист в этом деле. И хочется все-таки статистику иметь, насколько понятно, непонятно. Вот я мучаю людей. Ставлю им что-то, насколько вы поняли и так далее. Там. Поэтому я этим занимаюсь. Ну, и вот я еще вспомнил насчет устойчивой части языка. Грамматика. Это даже не грамматика, а семантика. На удивление, она суперустойчивая. Это иногда в шок повергает, потому что вот такой смешной этот эпизод был с нами в Абхазии. Вот мы собираемся отъезжать, и наш друг Алхас
Он говорит, я тост вам скажу, говорит, на дорогу, на абхазском, говорит. Ну, как гостям принято говорить. Я говорю, давай, ну вот, чисто из интереса моего лингвистического, просто переводи на русский. Как подстрочный такой перевод. Буквально делай, переводи. Он говорит, хорошо, постараюсь. И мы ухахатываться начали, смеемся. А он обижается, он думает, мы смеемся над его русским языком, типа он с ошибками говорит. А потом объясняю, нет, говорю, ты просто не понимаешь. Каждый этот тост, который ты сказал, если мы сейчас переведем на кабардинский, вот слово в слово, это обычный наш тост застольный. Вот мы то же самое говорим. По-русски абсолютная белиберда там. В тени наших старших что-то там наступил через реку и так далее. Ну, полная белиберда, знаешь, на русском ничего не значит. Но вот на нашем родном языке, на адыгском, на абхазском, это вот, то есть... структура, вообще вот фразеологизмы, они суперустойчивы, они совпадают. Вот через эти тысячелетия, несмотря на то, что слова изменились, звуки изменились, вот это совпадает по сей день. Это очень интересно. Это довольно необычно, да, потому что мы понимаем же, контекст меняется, так или иначе, с эпохами, а тут это такая устойчивость. Интересно. А смотри, ты как-то упоминал в статьях и в прошлых вот эфирах, которые мы делали как-то по языкам, про отдельный убыхский диалект был такой, ну, как бы среди черкесских диалектов, в черкесском языке был убыхский диалект, помимо самого убыхского языка. Вот как он вписывается в твои реконструкции? И, в принципе, можно ли его действительно называть как диалект отдельный, или это прям какой-то отдельный язык? Собственно, как на него влияли соседи? Вот тут, смотри, тут путаница. Много кто не понимает, когда я говорю убыхский диалект адыгского языка, либо убыхско-черкесский. Кстати, понятие убыхско-черкесский – это первый исследователь этого диалекта Рик Смит. Смитс, он голландец, он исследовал. Вот он придумал это название, я как бы унаследовал его, можно сказать, потому что оно хорошо звучит, убыхско-черкесский. Он одновременно и убыхский, и черкесский получается. То есть тут большая путаница. Многие считают, что это убыхский язык и есть. Вообще, мне когда скинули первый раз видео, это в каком-то, в 10-х годах это было, мол, послушай, говорят, убыхи вымерли, вот убыхского языка нет, вот он. Но я послушал, я со второй попытки понял все. Из-за опыта, вот хакучинский чем-то похож, там вот сохраняют эти како архаичные и так далее. И, в общем, я понял, что это адыгский, просто он очень экзотически звучит. Он так... Сложно его понять неподготовленному слушателю. Он очень сильно отличается от остальных диалектов, очень много архаизмов и так далее. Но это адыгский язык. Абсолютно 100% адыгский язык, просто очень сильно законсервировавшийся в убыхской среде, потому что, судя по всему, они уже несколько сотен лет им владели, они на нем говорили, как на родном языке, параллельно с убыхским языком. И он прошел, с одной стороны, он был законсервирован, с другой стороны, на него повлиял сам убыхский язык. Как он повлиял? Допустим, в этом диалекте исчез звук «х», который, он очень частотен во всех адыгских диалектах, а там его нет, он полностью на «х» меняется. И когда ты это слушаешь, ты просто можешь не понять, о чем речь. Оказывается, в самом убыхском не было этого звука. И им проще было просто его на «х» переделать, и все. Вот самим убыхом, чем какой-то новый звук придумывать. В общем, надо понимать, что это никакой не убыхский язык. Убыхский язык, он вымер, он очень хорошо зафиксирован. Много литературы есть о нем, на нем там, и так далее. Много записей. А я ищу именно адыгскую речь убыхов, которая, как оказывается, для всех убыхов, которые ушли в Турцию, она была плюс-минус одинаковая. И она была уникальная. Она не совпадает ни с абадехским. Кстати, они сами называют свой адыгский язык абадехским. Но когда ты говоришь, допустим, в Хаджи Османе была ситуация, Тафика Эсенча село, я туда приехал, ищу там носителей языка, и там все в отказе, даже старики, старушки в отказе что-либо говорить. Мы не знаем, мы не слышали, мы не выучили и так далее. И мне одну старушку нашли.
привели к ней, она говорит, не, я только по-турецки говорю, понимает, что я говорю, но по-турецки отвечает. А ее муж абадзех соседнего села, он со мной говорит на адыгском. Я решил подловить, я говорю, а как они свой язык называют? Она говорит, он говорит, абадзехским называют. И специально бабушку подначиваю. Так говорю, ваш абадзехский от их абадзехского отличается? И ее как понесло, она начала вот эти, разницу показывать. Там большая разница, это вообще не один диалект. И интересно такой стереотип, что это абадзехский, но на самом деле это даже близко не абадзехский. И, в общем, я сейчас стараюсь, я собрал большой материал, и вот после поездки, и все записи, которые были, и вот с репатриантом поработал в Майкопе, как раз с этого села, куда мы ездили, с Мадиной. Большой материал собрал, сейчас хочу как бы уже какую-то классификацию ему дать, как он вписывается вообще в адыгские диалекты современные, и дать ему характеристику. К сожалению, да, он вымирающий диалект, но его, да, надо констатировать, что это отдельный диалект, потому что он не совпадает ни с одним. То есть ты не сможешь его объединить ни с каким, ни с шапсукским, ни с абадзехским. Он очень уникальный. Уникальный. Да. И он вот дал вклад интересный в реконструкцию. Допустим, вот смотри, про адыгском Куйпес реконструировал, вот адыгские звуки «ш» и «ш». Но для абхазо-адыгских языков в целом они странные, их нету. То есть там на их месте должны быть африкаты «ч» и «ч». И вот как раз-таки у быхско-черкесского он их дает. То есть в нем они сохранились. Благодаря убыхскому влиянию, благодаря тому, что это была такая консервация, вот через него мы понимаем, что для адыгского это нормальные звуки. То есть они были. Точно. Поэтому одно дело, когда ты гипотетически понимаешь, как оно могло звучать, и когда ты слышишь, что действительно оно так и звучит. То есть вот такое подтверждение для себя находишь. Прекрасный живой пример. Да, он дает большой вклад, и вот я должен собранный материал как-то по нему уже систематизировать и выпустить. Да, сейчас мы еще, чуть-чуть попозже поговорим про именно твою поездку, да. Кстати, про абадзахский, мне лично, может быть, я здесь и не прав буду, конечно, но мне кажется, что это связано как раз с тем, что во многом, мне кажется, вот это абаза, абдзах, это были, скорее термины такие, как бы сказать, географически региональные в какой-то момент, а не все-таки этнические, да, поэтому причислять к ним могли совершенно разные люди, общество, точнее, да, языки. Это абсолютно интересный факт. Да. Как показывает практика, да, приходится разъяснять. Конечно. Такая это же становилось много раз камнем преткновения, споров и так далее. Да. Сколько ругани, сколько ссор из этого вышло, что кто такие абазы. Вот, не хочу углубляться в это, но вот даже со Славой Чирикбой мы это обсуждали. Он тоже абсолютно не верит, что, допустим, где-то на побережье Черного моря дальше Убыхов могли жить абазины. Этому нет подтверждений никаких. Ни топонимических, ни субстратных. Допустим, если до шапсугов и бжедугов там жили абазины, то у нас должна быть куча фамилий абазинских у шапсугов, субстрат в языке абазинский. В конце концов, мы должны видеть, что шапсугский – это такой какой-то немножко искаженный вариант адыгского под влиянием абазинского. А тут наоборот. Шапсугский очень много архаизмов сохраняет. Потом по топонимии мы ничего такого не видим. Там абсолютно такое все понятное, прозрачное. Поэтому, да, это не... То есть эта терминология действительно, да, такая, имеет не этническое происхождение. И в целом, мне кажется, да, как-то вот я все думаю, как это подать, как бы в какой-то форме понятной. Я думаю, придем к этой идее, так, чтобы это... мы с Самиром недавно Ходко это обсуждали как раз снова. Не первый раз, знаешь, на это натыкаемся. Но это такое наследие Византии, скорее всего. Вот да. В период Византии, докуда Абхазское царство доходило? Оно как раз доходило до Туапсе, то есть это были подданы вот эти жители побережья, адыги, да, адыгоязычные, они были подданными Абхазского царства, да, и для остальных адыгов они были абазажили. Они живут вот в этой Абазии, да, условной. То есть стереотипом осталось. Дальше кто унаследовал у Византийской империи вот эту картографию, вот это понимание о положении народов, положении стран? Это турки-османы.
И поэтому на османских картах это тиражировалось, что Абаза, оно вот все Черноморское побережье, это всегда был Абаза. Мгм. То есть, Ну, плюс еще религиозные компоненты, мне кажется, да, что... ну, видимо, да. Да, это вот распространение христианства, зоны вот эти тоже. Ну, давай вернемся к нашей теме, да, чтобы мы уже не улетали, так сказать, в эти Да, да. соседние темы. Вот мы сейчас говорили, да, про убыхский диалект, а в целом вот часто же бывает такое, когда мы говорим о языке, вот этот спор вечно идет, что есть классическое, да, официальное название адыгейский язык, кабардино-черкесский язык, да, а кто-то, наоборот, предпочитает говорить, что это не языки все-таки, а это диалекты, это единый язык, это и западный, и восточный диалект. Вот здесь, если мы углубимся в эту историю, насколько она сложная, насколько можно говорить о западно-черкесском и восточно-черкесском диалектах, и в целом не так ли это упрощает картину? Потому что как будто бы там под этими вот, как бы сказать, языками, диалектами намного большее количество диалектов может быть. Ты абсолютно прав. Ну, смотри, очень сложная большая тема. Это вот 100% на отдельный подкаст потянет, потому что тут есть что рассказать, потом аналогии в мире вообще привести. Такая сложная тема. Тут ни один лингвист не разберется. Тут, опять же, замешана политика, замешана очень сильная история и так далее. Ну, я постараюсь так вкратце немножко пробежаться. Мое мнение, конечно, что язык един. Потому что, да, кабардинский, он в силу там исторических событий, как минимум там с XIV века существует отдельно, немножко изолированно, он не входил в этот ареал диалектов, не контачил с ним, поэтому в нем множество изменений произошло. Ну, если бы он был один, и если бы мы, наверное, не ассоциировали себя адыгами, и все-таки вот этого фольклорного, культурного единого поля не было до там, конца русско-кавказской войны, вплоть до 20 века, тогда можно было говорить, что кабардинцы – это уже отдельный народ с отдельным языком. Но у нас есть, смотри, беслонеевцы. Беслонеевцы – это структурно, во многом это почти что кабардинский диалект. Но именно по лексике, да, они чаще, у них лексика чаще совпадает с западно-адыгскими диалектами. Почему? Потому что беслонеевцы жили на Лабе, на Урупе, и они входили вот в этот, я называю, адыгский диалектный континуум. То есть, несмотря на то, что структурно это уже давно отделившийся диалект от остальных, они продолжали контактировать, поэтому там таких сильных лексических изменений не произошло, то есть семантика слов сильно не менялась, и поэтому любой беслонеевец сейчас понимает любого там западного адыга. Ну и обратная ситуация. Там только надо немножко привыкнуть к фонетическим каким-то изменениям. И поэтому вот если мы говорим, что кабардинцы – это отдельный, да, народ с отдельным языком, то куда включать беслонеевцев, которые почти кабардинцы, но при этом вот являются частью этого диалектного континуума. Ну и плюс те кабардинцы, которые позже туда вернулись, это вот эти лабинские кабардинцы и так далее. То есть с ними такая же ситуация. У них тоже лексика чуть-чуть приблизилась к западным диалектам, но это вполне себе взаимопонятные диалекты образовались. Поэтому именно исторически, да, как-то вот это размежевание, оно чем-то обусловлено, но оно абсолютно не обусловлено реалиями того времени, потому что у нас даже в 20 века песни, допустим, сочиненные на одном диалекте, они пелись на всех диалектах. Вот та же песня про Обрега Вануха, да, она поется всеми, вплоть до кабардинцев. То есть, если бы не было этого единого культурного поля, не было понимания, что это единый народ с единым языком, тогда можно было бы о чем-то говорить. Но о чем говорить, если люди по сей день, вот как только Советский Союз рухнул, как только вот эти условности рухнули, да, идеология, что это разные народы рухнула, люди ринулись называть себя единым этносом. Люди ринулись как-то реформировать свою даже орфографию, попытки были, но, к сожалению, никто этого не поддержал. Ну, вот такая ситуация. Тут замешана политика, тут замешана история. Но, с другой стороны, есть большое упрощение. Вот опять же в 90-х оно зародилось, когда люди поняли, что до сих пор нас заставляли говорить, что это разные языки, вот мы теперь свободны, давайте называть литературный кабардинский и литературно-адыгейский восточно-адыгским диалектом и западно-адыгским диалектом. Но это в корне неверно.
это литературные нормы. Они во многом искусственны. Их нельзя называть диалектами. Диалекты – это живая речь всегда. То есть ты диалектом можешь называть разговорный, вот мой кабардинский, да, это диалект адыгского языка, но искусственно созданный литературный язык, письменный, да, потому что на нем никто, по сути, не говорит. На нем учат журналистов говорить, но они в быту, скорее всего, так не говорят. Точно так же в Адыгее. Это нельзя называть диалектом. Это можно называть нормой. Это можно называть западная норма, допустим, там, чемгуйская либо адыгейская норма адыгского языка. И вот кабардинская норма адыгского языка. Вот, ну, мое видение такое. К сожалению, мы сейчас из этого выхода не найдем. Даже когда мы сейчас статьи какие-то пишем, мы это все обтекаем, обходим, потому что тема до сих пор актуальна. Вот это размежевание, оно сохраняется. Приходится где-то опираться на кабардинский литературный язык, где-то на диалект опорный ему. До сих пор ясности в этом вопросе нету и как бы не предвидится пока что. Но, конечно, я считаю это одним языком, и это вполне объективно. Это не мое хотение, потому что я адыг и люблю всех адыгов, а это по мне вполне объективно, по чисто таким косвенным фактам. Да, языки разошлись давно, минимум в X веке. Но это ни о чем не говорит. Есть кто раньше разошелся. Тот же арабский язык, арабские диалекты, они разошлись еще раньше. Но им никто не мешает называть себя одним языком, одним народом и так далее. Таких фактов много. Или сербы с хорватами, они что, давно разошлись, но при этом называют себя разными языками. Это все политика, это все условности абсолютно. Согласен с тобой. Да. Жалко, конечно, что так и не продвинулся никуда вопрос. Вот было сколько раз поднимались эти комиссии по выработке, попытки выработки, да, какого-то общего хотя бы алфавита. Да. Это Кумахов Мухаддин покойный занимался. Очень хороший проект был. Я вот 2 руками за него. Изменить, с одной стороны, адыгейскую орфографию и нашу, и их сблизить. Потому что, это полный абсурд, когда близкородственные там, даже языки, если берем, вот, литературные языки близкородственные, когда пишутся абсолютно по-разному. Вот какой смысл? Знаешь, вообще такое ощущение было, что целенаправленно, то ли из чувства какого-то соперничества, то ли из чувства, чтобы, наоборот, вот как бы разграничить, да, эти народы, вот какие-то вот такие вещи создавались. Там же не только в орфографии, там я, в грамматику иногда, когда углубляюсь, допустим, падежи, естественно, и в кабардинском, и в адыгейском одинаковые, да? Сами падежи. Но названия абсолютно разные. Это, просто до абсурда доходит. Почему названия у вас разные и так далее. То есть вот так. То есть ты про кабардинский сейчас сказал. То есть, получается, там, да, есть как бы там диалект, я так понимаю, большой кабарды, есть диалект тех кабардинцев, которые на Западе живут. Я так понимаю, родственный очень близко к западным этот моздокский у нас диалект. А на Западе, я так понимаю, больше их. Внутри, так сказать, адыгейского языка диалектов даже больше получается. И они как будто бы даже сильнее разнятся. Или я тут ошибаюсь? Сколько вообще их бывает? Смотри, давай... Я немножко советскую тебе статистику приведу. Не статистику, а в советское время утвержденный какой-то приведу структуру диалектов. Тут, опять же, какой-то как будто бы паритет пытались выработать. Вот в адыгейском, понятно, там 4 диалекта. Те, которые сохранились после русско-кавказской войны в Адыгее, они по сей день живые. Единственное, абадерского уже нет живым. Вот Хакурь-Нахабль, они полностью на чемгуйский перешли, на литературный. Из-за таких совместных браков и так далее. То есть он не выжил. Есть какие-то еще признаки абадерского, но как абадерский его рассматривать нельзя. Но в диаспоре он, конечно, существует, и очень много абадехов. Но на тот период абадехский фиксировался очень хорошо именно в Хакури-Нахабле. И, получается, для адыгейского выделили чемгуйский, который лег в основу литературного, абадехский, бжедукский и шапсукский. Это все, это неоспоримо, это нормально. Для кабардинского, сели тоже думают, надо тоже нам диалекты выделить. Но... Опять же, по отношению к тем диалектам, кабардинский такой же диалект. Такого же уровня хронологического, диалекта. И вот как ему выделить новые диалекты, тут уже сложности возникают. И получилось как?
Ну, бесслонеевский, понятно, да, он множество отличий фонетических и так далее, сопоставимо с остальными адыгейскими диалектами. Да, это отдельный диалект, отлично от кабардинского. Хорошо, тут я согласен. Но начинают выделять отдельный моздокский диалект, отдельный кубано-зеленчукский диалект. И так мы набираем для кабардинского тоже 4 диалекта. То есть, получается, в адыгейском есть 4 диалекта, которые, скорее всего, еще, ну, чисто по фонетике, если смотреть, они еще во времена праязыка разошлись. По крайней мере, на 2 ветви точно. И тут кабардинский, который в исторический период абсолютно, ну, понятный, там, 200 лет назад, 250 лет назад, ну, чуть раньше моздокцы, да, ушли, это вот, когда русскую крепость поставили в Моздоке, ну, извини меня, лабинские кабардинцы когда ушли? 200 лет назад. И там, ну, не накопилось так много отличий. Там отличия на говор. На говор, да. Ага, да, это, ну, точно не дело. Бесслонеевский, да, с бесслонеевским понятно. Мы давно разошлись, как минимум там в 13 веке уже успели накопиться отличия фонетические, лексические и так далее. Ну, взаимопонимание, конечно, есть полное, но тем не менее. Поэтому, да, это такой, ну, немножко абсурдная схема. А если ее переложить на наше современное понимание, что это один язык, и они все восходят к праязыку, у меня схема такая получается. Вот если мы с востока идем, это кабардинский диалект, это бесслонеевский диалект, дальше это чангуйский диалект, это уже западные начинаются, абадевский, бжедукский, шапсукский. Так, никого не упустил. И убыхско-черкесский. Убыхско-черкесский. Потому что, ну, естественно, его на Кавказе не осталось, его никто не мог зафиксировать. Но мы его фиксируем в Турции, он точно есть. Получается 7 диалектов. Вот мы их точно можем выделить. Они примерно одинакового хронологического разрыва между собой. Есть кластеры, ну, образуются кластеры, ну, это, туда не будем углубляться. И есть еще спорные идиомы, непонятные пока. Допустим, я не знаю, что делать с хатукаевским. Хатукаевский, который в Турции. То есть, с одной стороны, он очень сильно похож на бжедукский, с другой стороны, в нем уже свои какие-то есть закономерности. Поэтому его надо чуть больше исследовать, больше данных, и либо выделить его как отдельный диалект, либо это говор бжедукского будет у нас. То есть, пока схема вот такая у меня. Понял тебя. Скажи мне, тогда такой практический вопрос. Вот те технологии, которые ты применяешь, ну, в частности, IT, вот как они тебе помогают? Есть конкретные примеры того, что ты используешь из IT вот, в процессе своих исследований? Ну вот сейчас как раз у меня работает опросник, вот на экране у меня Google таблица открыта, туда данные приходят с сайта. Ну, я небольшой сайт написал, это опросник, знаешь, какой? Ну, простой опросник можно, наверное, создать там и в Google опросниках, там и в Яндекс каких-то системах, но тут мне надо было именно самому записать фонетику и попросить услышать разницу. То есть, слышат ли носители разницу или нет. Мы это делали с моей подругой для носителей абазинского языка, потому что там очень интересные процессы сейчас происходят в динамике. Изменение фонетики в динамике в абазинском происходит, которые сейчас надо фиксировать. В разных селах по-разному говорят одни и те же звуки, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному. И они как будто бы не улавливают этой разницы. Вот мы пытаемся сейчас уловить. И вот, ну, чтобы каждому не отправлять голосовые через WhatsApp и так далее, я думаю, так, будет проще сделать какой-то небольшой сайт, где можно отметить именно нужные аудио и так далее. В общем, вот это сейчас работает в работе. Ну и, в принципе, это много где можно использовать. Ну, я не скажу, что автоматизация, получается. Да, это автоматизация, упрощение, да. Я не супер айтишник, а какие-то базовые скрипты, опять же, при помощи GPT. Ну, GPT-то многие могут пользоваться, но надо понимать, как это все работает, плюс-минус. Тогда ты можешь что угодно, как бы, любой скрипт написать, любой сайт создать, любую программку написать. Поэтому, ну, вот это вот такой живой пример сейчас. Ну, и, конечно, в прошлом много как использовал. Ну, парсинг данных штука. Наверняка, да. Парсинг, конечно. Вот, да. Допустим, когда вот эти обучения и родному языку, когда мы все загорелись этим, я спарсил все, что можно было там.
и газеты, и словари, все, что в интернете можно было, спарсил. В итоге у меня ничего не получилось. Я попытался GPT обучить, кстати. Там была такая тема. Очень много денег потратил, в итоге ничего не вышло из этого. И я все свои данные, которых не было у Кунашева Анзора, ему отправил. Он, наверное, их использовал, в общем, то, что я Ну, про него мы еще, тогда поговорим. Да. Давай чуть-чуть немножко проговорим еще про твою фольклорную экспедицию, фольклорно-лингвистическую, потому что она у нас сегодня уже несколько раз дозвучала. В 24 году, получается, ты совместно с Мадиной Паштовой, исследовательницей турецкой, провел в Турции фольклорно-лингвистическую экспедицию в черкесских аулах. Вот расскажи, как эта идея возникла. То есть это вот твоя личная инициатива, это академический проект, или это как-то вот вы с Мадиной вместе продумали эту штуку? Что это было? Ну, я тебя исправлю, это 23-й год, уже 2 года прошло. Да. Да. К сожалению, ни одной статьи еще не вышло, но там одна уже написана. Мадина должна ее отправить на печать. В общем, мы ее 2 года писали. Ну, еще надо хотя бы одну, именно такую общую написать. Но из всего остального материала это будет такой, конечно, материал для моих диалектологических исследований, даже фонологических где-то. Ну, предыстория такая. В 10-х годах я наткнулся, вот мне скинули вот этот убыцко-черкесский диалект, именно видео на YouTube мне скинули, я начал слушать, поразился, я говорю, это что такое? Это никто не описал, не зафиксировал. Нашел статью Рикса Смитса, который занимался этим. Он, к сожалению, живых нормальных информантов не нашел, и у него просто обзорная такая статья была. Я понял, что, во-первых, в Европе, вот только он смог немножко описать, он не смог нормально ни фонетическую систему описать, ни лексический состав. Ну, в общем, у него были сложности, он, видать, не ездил, он вот в Голландии услышал от каких-то носителей, и вот сколько смог, столько записал, столько и описал. И работа не продолжилась, никто не поехал в Турцию его искать. Кстати, Дюмизиль игнорировал очень долгое время этот убыцко-черкесский, он назвал его испорченным абадехским. И только под конец своей жизни он признал, что это что-то уникальное, и даже где-то у него сожаления были, что он хорошо не зафиксировал его. Но все же в его работах есть несколько текстов, где можно что-то в общем, они мало что записали, но что-то осталось. И, в общем, я загорелся, что вот этот убыцко-черкесский надо описать. Как раз Мадина организовывала вторую же конференцию памяти ее отца. У нее отец известный фольклорист из КЧР, Межаев Михаил, покойный. В общем, она в честь него организовывала конференцию чтения и пригласила меня. Говорит, давай выступи, если есть материал. И вот я подготовил статью как раз по этому убыцко-черкесскому, выступил, все, и мы там обсудили, что вообще надо бы поехать. Потому что полагаться на одного информанта на Ютубе – это как бы не дело. Это надо поехать, поискать, постараться даже найти вот другие убыцкие села и проверить, насколько... Ну, вот я на чем основывал? На том, что то, что записали Адыгскую речь Тефика и Сенча, Дюмизиль и вот остальные, и то, что я услышал вот в Буюк-Чамурлу, это провинция Гёксун, это был идентичный диалект, идентичный говор. Тефик и Сенч жил это в районе Мраморного моря. Гёксун – это центральная Анатолия, даже ближе там к восточной части. То есть между ними там 1000 километров. Они точно не контактировали, с разных сел, с разных регионов были. Поэтому это уже навело на то, что это что-то старое, это вот что-то с Кавказа привнесенное, вывезенное. И, в общем, мы с Мадиной как-то там условились и, сказали, забыли, как обычно, знаешь, надо поехать в экспедицию, в общем. И Мадина, вот, она часто ездила в экспедиции именно по кабардинским селам. В итоге она в Кайсерии осела, она там до сих пор преподает в университете. И вот в 23-м году что-то случилось там. С ней связался один мой старый знакомый, Мурат Сохов. Я не помню их разговор, но, в общем, они как-то вышли на меня в разговоре в своем, что надо меня привлечь, надо в экспедицию снарядить и так далее. И у меня была возможность, что-то подзаработали летом на своих заказах. И Мурат сказал, я вам какую-то часть оплачу, давайте, поезжайте, говорит, сделайте. Мадина говорит, давай параллельно и другие села
по возможности охватим. Я говорю, давай постараемся все, что можно описать, заехать и так далее. И, в общем, поехали, и мы, сколько там провинций, у меня статистика где-то на Фейсбуке есть. В общем, мы прилично так объездили вот по Турции. Ну, и без нее я потом поехал еще в этот не европейский, а вот регион Мраморного моря. Вот эти села Убыхские, там Абадзекские я поездил. Ну, в общем, предыстория такая, что все сошлось, мы поехали. И это было прекрасно, потому что вот моя экспедиционная работа заключается в основном в опросах по WhatsApp, там, допустим, прошу голосовые записать. А когда ты погружаешься в среду, ты там ночуешь в селе, часто предлагали остаться, сидишь там допоздна с ними, очень интересные истории рассказывают, очень интересные слова можно зафиксировать. То есть, такая это экспедиционная... Для меня в новинку была. Мадина, конечно, много ездила, но я много чему научился. Это очень такой полезный опыт был. Да, безусловно, это вот тот самый филдворк, полевая работа, которая приносит тебе самые ценные первоисточники. Вот на твой взгляд, в чем специфика черкесских селений там? То есть они сохраняют старую лексику, там, грамматику, фольклор, если сравнивать с кавказскими селениями? Мы на грустную тропу вступаем. В первую очередь, что понимаешь, когда ты по селам ездишь? Я и до этого в Турцию ездил. Я думал, это вот в той провинции, где мои родственники живут, Узунеля, это рядом с Кайсери. Я думал, только там это такое явление. У них, знаешь, плато такое высокогорное, условно говоря. И они там зимой, например, не живут. Они только на лето ездят, чуть там землей занимаются, там кто-то барашков пасет. Такое чисто дача какая-то, сезонная абсолютно. Я думал, это только там. Оказывается, вся Турция так живет. То есть такое явление, как село, как постоянное жительство в селе, фактически нет в Турции. И поэтому села там полумертвые, большая часть домов может быть разрушенная. То есть, такой, знаешь, упадок, явный упадок. Поэтому говорить о том, что там в селе что-то сохраняется, что село живо, то есть не приходится абсолютно. Урбанизация, она полностью все поглотила, надо это признать. Из-за этого язык стремительно исчезает. Если говорят, то старшие поколения, и то бывает такое, что даже от старших поколений сложно чего-то добиться. Допустим, для Мадины, фольклорная часть экспедиции на Мадине, конечно, была, потому что она фольклорист. Но мне жалко было вот на это смотреть, как она, бедная, мучается, пытается из них что-то выудить. Потому что, для меня понятно, если они хотя бы хоть сколько-то владеют лексикой, фонетикой, это уже важный большой материал, это уже ценность имеет. Но для нее большой проблемой было какой-то материал собрать, и там фактически только, наверное, в Убыхском селе, и то это какие-то вот сказочки, вот старик рассказывал на своем диалекте, а в остальных мы просто лексику фиксировали. Вот все, фонетику, лексику. То есть уже речи не идет о том, чтобы какие-то фольклорные тексты уникальные зафиксировать. Такого уже нет, к сожалению. А если так вот сравнивать, да, вот я тоже довольно много ездил, там еще лет 5 назад, наверное, и много говорили о том, что тоже проблема с молодежью, да, на Кавказе, что язык тоже уходит, язык упрощается, язык становится таким необязательным, что ли, получается, во многих местах. Насколько, в принципе, кавказские случаи сегодня, если сравнивать с турецким, насколько они по уровню риска потери такого языка находятся, на каких стадиях по сравнению друг с другом? Даже близко сравнивать нельзя. В Турции, считай, мы полностью утратили язык, потому что вот эти поколения более старше, старше нас, может, наши ровесники, и то наши ровесники, наверное, не владеют такой речью прям, знаешь, какой-то изысканной, фольклорной, богатой. Плюс они смотрят что-то в интернете, это уже влияние литературного языка. То есть то, что имеет ценность, это более старшие поколения. Вот они уйдут, останутся единицы, которые чудесным образом выучили язык, сохранили язык, как реликты какие-то. А все остальные будут турецкоговорящие черкесы, которые вот будут собираться в своих вот этих, они называют дернек, это типа дома культуры, да, черкесских.
Ну, там не только черкесы приходят, опять-таки, это все северокавказцы, которые оказались в Османской империи, они, все там собираются, они танцуют, играют на гармошке. В общем, это стало идентичностью для современной молодежи турецкой. К сожалению, там, о языке речи не идет абсолютно. На Кавказе я часто слышу этих алармистов, знаешь, которые трубят, что все, умираем, вымираем. Но, к счастью, пока ситуация более-менее. Потому что в селах очень много народу живет, в селах высокая рождаемость. Конечно, есть это явление попыток даже в селах не учить своих детей родному языку, типа они русский лучше выучат. Это тоже такие нонсенс скорее. Это не такая неповальная тенденция, но это тоже есть. Но в целом язык, конечно, жив. Конечно, в Адыгее, допустим, похуже, потому что и села поменьше, и русскоязычной среды больше. У них так компактно села адыгские подряд не живут, как в Кабарде, допустим. В Майкопе процент адыгов гораздо меньше. Там тоже эта проблема есть. Но в Адыгее, допустим, есть республиканские власти, которые какую-то работу проводят. Мой опыт летний, это меня пригласили в этнолагерь, в котором только на адыгском все происходило. Организаторами был АГУ, то есть Адыгейский государственный университет. В Кабарде я не могу себе такого представить, к сожалению, чтобы здесь отдельный какой-то этнолагерь для кабардинцев или для балкарцев сделали. В Адыгее абсолютно это рабочая схема, там есть кружки, допустим, я встречал подростков, допустим, я с отцом сижу, который репатриант, с Турции, он не знает адыгского. Он русский прекрасно выучил, но адыгский так и не выучил. Он понимает, но плохо знает. А ребенок прекрасно говорит. Откуда он знает? Он на кружки ходил разные в Майкопе и выучил. То есть такие ситуации бывают. То есть проекты на Кавказе... работают, гражданские даже. Да. То есть, на Кавказе ситуация другая. С одной стороны, где-то популяция такая значительная, которая позволяет поддерживать язык, а где-то республиканские власти и какие-то местные инициативы. У нас в Кабарде, допустим, множество кружков появилось. Молодежь самоорганизовывается, переводит фильмы, мультфильмы на адыгский язык. То есть не зачитать деньги по своей инициативе, а потом уже, если получается это монетизировать, монетизируют. Инициатива появилась. Потом, радует, что они же зумеры. Это мы, миллениалы, можем чего-то стесняться, то есть считать это зазорным. Им пофигу абсолютно на все. У них стопа нету, поэтому если они видят цель, они к ней идут. И это радует. И стеснения перед языков нет, я понимаю. Это же тоже основная проблема. Конечно, в нашей молодости мы стеснялись по-адыгски говорить, нас могли кем-то назвать, мы кого-то даже кем-то называли, если человек с акцентом говорил. Сейчас проблемы такой нету. Как хотят, так и разговаривают, то есть никакого стеснения уже нету. Давай тогда про экспедицию завершим, как этот блог наш. Там, если так сформулировать результат, ты сейчас упомянул про статьи, которые вы планируете опубликовать, что-то уже опубликовали. Если говорить в целом о том, что ты достиг, не только о статьях, которые там планируются, а что для себя лично собрал. Что это за материал, такой итог, какой был по этой экспедиции? Во-первых, я очень хорошо понял, что ситуация с диалектологией адыгской, она вообще не то, чтобы не закрыта этот гештальт, не закрыта эта тема, а что она даже наполовину вообще не выполнена. То есть огромное множество говоров, уникальных, абсолютно разных, которых даже похожих близко нету на родине. Огромное множество существует в Турции по сей день, очень интересных. И я понял, что это работа, наверное, на всю жизнь. Если у меня получится заниматься этим, собирать эти говоры, то есть систематизировать, и уже надо публиковать в виде статей, в виде кандидатской и так далее. То есть у меня наметился план работы на ближайшие годы, то, чем я займусь. Потому что фонология – это прекрасно, это все интересно, но там ты супер больших каких-то открытий, находок не сделаешь. Ты можешь, в принципе, просто уточнить, описать то, что уже известно. А диалектология – это, оказывается, необъятная у нас. Этим надо заниматься. Поэтому у меня просто, ясность перед глазами встала, что
огромный непочатый край работы у нас есть. Вот это. Это приятно слышать, на самом деле, потому что, да, вот даже несмотря на эту печальную ситуацию, да, что ты, тем не менее, находишь довольно большое количество вещей, которые обогащают всю историю, да, и с научной точки зрения, и для понимания, в принципе, для социума, даже как это устроено. Это все-таки, да, чувствуется, что здесь хоть какой-то плюс, но вот он есть, и он довольно большой. Смотри, с одной стороны плюс, да, с другой стороны, извини, перебиваю, с другой стороны, ты понимаешь, что из-за вот этого барьера, из-за границ закрытых Советского Союза ни Кумахов, ни Шагиров, там никто, ну, Кумахов в основном диалектологией занимался, они не могли выезжать, они не могли работать с этими диалектами. Они вот по каким-то крупицам, то, что, допустим, там ситуация интересная была, Дюмизиль дружил с одним беслонеевцем. Его звали по-турецки Орхан Аль-Парслан, по адыгская фамилия Сымха. Он тоже, то ли в Сорбоне, где-то учился он. Вот этот беслонеевец. В общем, они подружились, и он его приглашал на лето к себе в село, как на дачу, знаешь, ну, на курорт. И он чисто из-за того, что туда приезжал отдохнуть, он изучал диалект вот этого села Беслонеевский. И по его стопам пошла его ученица Кэтрин Пари. И вот в этой провинции, это провинция Чорум, там 8 или 9 сел беслонеевских, и только вот это село описано. Из-за того, что они приезжали туда на отдых, понимаешь? То есть вот благодаря вот этому стечению обстоятельств, знакомству с этим Симха Орханом, благодаря тому, что Демизиль туда приезжал, он просто записал. Ему не интересен особо был Беслонеевский, потому что, ну, если интересоваться всеми диалектами адыгского в Турции, это можно там несколько жизней прожить. Он не собирался на это тратить особо время, но вот он этот записал, потому что он там отдыхал. И вот то, что они опубликовали, это дошло до Кумахова, и Кумахов в своей вот монографии по диалектологии адыгской, по фонетике адыгской, вот и приводит факты из вот этой статьи Кэтрин Пари и Дюмизиля. То есть вот такая крупица до него дошла, можешь себе представить? А я же говорю, в одной этой провинции беслонеевских аулов было 8 или 9, еще куча разных других субэтносов, и еще беслонеевцев, допустим, по всей Турции очень много было. А он только свою картину о анатолийских беслонеевцев смог составить вот из этой статьи. То есть вот настолько информационный голод был невероятный. Но это очень ты грустно. Понимаешь, да, ты понимаешь, насколько, если бы их выпускали, если бы они могли ездить, вот с их багажом знаний, с их опытом, с их там аспирантами, с их вот такой подготовкой серьезной, да, это же Советский Союз, блин, это не как сейчас, просто так статью накатать ради там каких-то баллов и так далее, надбавок. А тогда, ну, большую квалификацию надо было пройти. Вот сколько бы они могли материала собрать, ты понимаешь. Но, к сожалению, не было такой возможности, а в 90-е годы уже и Кумахов уже пожилой был, и каких-то новых диалектологов не появилось. И просто-напросто мы огромное время утратили. И вот из того множества диалектов, о которых я говорю, очень многие не дошли до нас просто-напросто. Потому что есть целые провинции, про которые я спрашиваю, вот, допустим, Самсун, да, провинция, это Черноморское побережье, там невероятно много адыгских, убыхских сел. Но я начал искать информантов, невозможно найти абсолютно. То есть там ассимиляция очень быстро прошла, очень рано. Или же провинция, допустим, вот это пригород час Стамбула, Коджейли называется. Это вот этого лимана, самый такой край. Адольф Дир свой убыхский язык там записывал. Мы там вот в 23-м году нас как на курорт возили на эту гору Машукие, вот там, где Адольф Дир работал с информантами. Сейчас там просто курорт, где можно шашлык поесть. Там давно не звучит ни адыгская речь, ни убыхская речь, не говоря уже о фольклоре. То есть это огромная территория, которая была засеяна адыгскими, убыхскими, абазинскими селами, да, которые ассимилировались из-за того, что Стамбул очень близко. То есть они все на работу ездили туда-обратно. Вот такие вещи мы утратили, понимаешь? Вот такие вещи не успели зафиксировать. И, ну, это очень обидно и жалко. Что... Это, конечно, печальная история, что политика, она влезает в эту историю, в историю изучения, более, и мы теряем время просто. Тем более я вот по каким-то косвенным данным узнаю, что
было вот такое село, в котором вот такой говор был. Допустим, Кэтрин Пари пишет, под Анкарой есть вот такие шапсуги, которые говорят вот так. Я сейчас начал узнавать про это село. Оно уже является частью города Анкара. Ну, естественно, там ты уже давно никого не найдешь. Их деды уже не говорили на адыгском, понимаешь? Ну вот, настолько ассимиляция быстро съела их. Да, Поэтому мы с какими-то вот, знаешь, осколками осколками, да, действительно. работаем сегодня. А вот скажи мне, вот в целом, возвращаясь вот опять к этой истории с языком, как раз уж мы это сейчас заговорили за это еще, вот современная ситуация, да, часто бывает вот спор между тем, вот почему там может язык уйти, допустим, да, через какое-то время, или потерять мы его можем, да, и опять же у нас урбанизация, интернет влияет очень сильно там. И часто спор идет между тем, вот, что одни говорят, государство должно помогать как-то это вкладываться, другие говорят, семья, вот в первую очередь семья должна влиять, и вот вечно вот этот спор идет. Вот насколько в целом можно было бы оценить, здесь действительно есть правда в какой-то из сторон, или это какое-то сочетание комплексное должно быть, в принципе, да, поддержки изнутри и снаружи, так сказать, чтобы язык сохранялся? Ну, я думаю, точно сочетание, потому что какая бы ни была государственная инициатива, да, если у тебя запроса общественного нету в этом, если уже настолько люди опустили руки, что для них их язык не важен, то государство не справится даже при всем желании. Но, с другой стороны, если есть сильный общественный запрос, и это блокируется, да, либо запрещается, ну, слава богу, в России нет такой ситуации. Просто есть какие-то ограничения именно там по школьной программе и так далее. Если честно, вот на школьную программу я вообще никогда не ориентировался, потому что в нашем детстве точно так же мы учили 2 часа, то есть у нас одна пара в неделю была. Может быть, в более ранних классах чуть больше было, я уже не помню. Но факт в том, что мы научились читать, писать, мы научились более-менее правильной речи в том плане, что как звучит литературный язык, хотя никто так не стал говорить, мы как говорили, так и говорим, просто мы знаем, как правильно написать вот это, какие окончания более правильные, допустим. Ну вот все, что дает. То есть такого примера, чтобы ребенок шел в школу и выучил там адыгский язык на уроках адыгского языка, да и, в принципе, программа не подразумевает такого. Программа вообще делится, насколько я помню, еще, наверное, с советских пор на адыгский для адыгских, то есть кабардинский для кабардиноязычных, чтобы они уже умели читать, там, вернее, они научились читать, но не знали язык. И для тех, кто с нуля учит. Но и тех, кто с нуля учит, они никогда ничего не выучивали. То есть ни такой программы, ни такого времени не было. Ну, я этим не снимаю с государства как бы ответственность за языки малых народов, потому что мы знаем, какая в России ситуация, и государство, конечно, должно нести ответственность это вот языковое разнообразие сохранить. Но в то же время очень сильный запрос должен быть изнутри самого народа. Потому что я сейчас вижу, что вот меня радует, что рилсы листаешь, и очень много каких-то, шутей, каких-то юморесок там, или просто, типа рекламируют что-то. На адыгском языке, то есть они не стесняются, молодежь, абсолютно. Это радует. А это супер пропаганда. Плюс вот эти фольклорные группы молодежь, которая появилась, да, я их ругаю все время. Вы с ошибками поете, выучите нормально, но они неоспоримый вклад вносят в популяризацию, потому что люди задумываются, на каком это языке поется. Оказывается, у нас богатая культура, у нас богатый фольклор и так далее, и это очень сильно популяризирует знание языка, желание выучить, там, о чем это поется. То есть, работа идет. И это именно общественный запрос. Это то есть создание как бы моды на язык. Да, тренд условно. Смотри, а вот по поводу идей цифрового возрождения языка, когда там используют нейросети, словари, текстовые модели. Вот у нас есть проект ZZEC. Как ты относишься к, в принципе, применению таких технологий, и конкретно вот к проекту Анзора нашего? Это отлично все, это супер важно, потому что
Даже когда я даже не в курсе был, что Анзор этим занимается, да, я параллельно стал, я вообще не настолько продвинут в дата-сайентизме, в вот этих всех Дата-сатанисты, как мы говорим. Да. Я не столько силен, я просто тыкался, все, искал, как можно обучить ADX-кому. А потом смотрю, Анзор этим занимается, на Hugging Face, ты, наверное, знаешь этот сайт, зашел на его страничку, все эти базы, да, я думаю, огромную работу парень делает, надо помочь ему, если возможность есть. Я связался там, я же говорил, датасеты свои скинул, расспросил его, что, как. Это еще сырое все было. Сейчас более-менее работает. Тогда прям очень сырое. Он тестировал тогда еще. Но это огромная работа, потому что понятно, что пытаться возродить язык уже умерший, это уже, конечно, утопия. До этого нельзя доводить. Но зафиксировать именно благодаря нейросетям, благодаря обучению каких-то моделей больших языковых, потом большую пользу принесет, если получится обучить именно голосу, голосовые ассистенты, если появятся. Это можно общаться с ними, поддерживать язык. Можно пытаться обучить при помощи вот этих голосовых ассистентов. Многие же при помощи GPT учат английский язык. То есть он перепроверяет и так далее. То есть, конечно, это огромный, очень важный инструмент. Вообще, моя мечта убыхский туда загрузить еще и с этим, с озвучкой, знаешь, чтобы можно было спросить, как на убыхском вот это предложение звучит. В будущем, я думаю, возможно будет это все сделать. Чуть технологии так подоступнее нам станут. Но вообще для языка, для сохранения языка это большую пользу принесет, я думаю. Поэтому, конечно, проект ZZ я очень положительно оцениваю. Это такой первый шаг. За ним сразу последовал Яндекс.Переводчик. Кстати, насколько знаю, Анзор им отсылал свои датасеты, и они в том числе на базе них как бы это сделали. Потом в Гугле там интересная ситуация. Парень, который занимался абхазским языком для Гугла, да, он сам абадзех, адыг. И он, видать, под шумок отправил все датасеты, которые были у него на адыгском языке. И там как получается? Ты, когда пытаешься перевести с абхазского, напишешь по-адыгски, он тебе переведет очень даже корректно, потому что туда это было загружено. То есть, видишь, работа идет, и буквально за несколько последних лет огромный мы рывок вперед сделали. Но, опять же, мы не должны доводить до того, что язык исчез, мы пытаемся его возродить благодаря нейросетям. Нет. Это подспорье очень важное, но нам надо самим говорить, нам надо самим какой-то контент выпускать на адыгском языке, популяризировать и так далее. Смотри, раз мы затронули эту тему, есть же примеры, да, языкового возрождения других языков мира. Есть у тебя какие-то примеры, на которые ты ориентируешься, как такие хорошие примеры, на твой взгляд, исторические? Например, там какой-то... Хорошие примеры сохранения языков, вообще языкового разнообразия – это современная Европа, условно говоря. Про Францию не скажу. Франция только сейчас как-то на этот путь пытается вступить. Во Франции была политика унификации полностью. Они уничтожили все свои диалекты, не говоря уже о других языках. И если ты хочешь найти французский диалект, это надо в Бельгии искать. То есть в самой Франции фактически ничего не осталось. У них именно был путь унификации. Сейчас только какие-то там подвижки в этом плане. По бретонскому языку, по баскскому языку во Франции, по окситанскому. Что-то происходит, но тоже вяло. Но в Италии всегда мне нравилась политика. То есть эти все диалекты, конечно, это все диалекты итальянского, это романские языки, да. Они, кстати, очень отличаются друг от друга. Это тоже условно диалекты. Это именно романские языки отдельные. Кстати, некоторые более северные, они могут быть ближе к французским диалектам, чем именно к итальянским. То есть там политика всегда была такая очень лояльная. Это они считали гордостью эти диалекты. Надо их сохранять как такую ценность какую-то культурную. В Германии всегда политика очень такая лояльная была и даже поощряла существование отдельных областей с отдельными языками, отдельными диалектами. И уже на Британских островах какой-то разворот произошел. Сначала уничтожили кельтов, теперь давайте их возрождать. Но, опять же, это без общественного запроса, без какого-то движения патриотического изнутри, государство бы не справилось.
Меня радует ролик, может быть, вставим его, это смешно было. Там по статистике, кажется, какой-то из кельтских, уэльский, Мэнский, что ли. по-моему, Мэнский. Который был мертвый, да, ты имеешь в виду, а потом он... Нет, он сейчас типа существует, я уже не помню. Ну, если вставим. Там, в общем, по статистике там немного носителей живых, но снимают на телефон, на регистратор ДТП, и они друг друга матерят именно на вот этом кельтском языке. Ну, это явный показатель того, что язык жив, раз они могут ругаться на нем и в быту использовать в такой именно ситуации, в агрессивной. Значит, язык, повернули вспять, и он жив, как бы, раз он в быту используется. Поэтому, да, примеры есть, и это радует, что в мире есть какая-то... Ну, это же подспорье в том плане, что ты можешь их методологию использовать в будущем. Если будет... Вот смотри, допустим, в Турции какая ситуация? Там вот при Эрдогане уже, немножко такая типа демократизация произошла, языковая ситуация такая более лояльная стала, и разрешили даже преподавание. В университетах есть преподавание, там, кажется, в Дюздже и в Кайсери есть преподавание, есть кафедра адыгского языка. Но еще такие программы ввели, что если в школе какое-то количество детей набирается, класс, условно говоря, то им школа нанимает преподавателя адыгского языка, и они будут учить адыгский язык в школе. К сожалению, я не хочу ругать жителей диаспоры, но ни одной школе по всей Турции не смогли набрать. Вот чтобы вот это количество минимальное в классе было набрано. То есть мы говорим о миллионной диаспоре, причем не 1 миллион. Причем я поездил, я понял, что это реальные цифры, что реально черкесов очень много в Турции. Когда ты воочию видишь, что ты на вокзале в Кайсери, в миллионном городе, встречаешь абадевскую бабушку совершенно случайно, да? Просто услышала речь, подошла, вы кто там, типа. То есть ты понимаешь, что реально процент большой. И вот они не смогли набрать вот такого класса. То есть пока общественного запроса такого нет, именно язык нет. То есть либо проснуться должны, либо понять должны, что без языка идентичности нет. Поэтому, с государства мы не можем как бы списывать его ответственность, да, но в то же время народ сам должен хотеть. Здесь вспоминается просто еще пример мэнского языка, то, что вот я его упомянул сейчас, почему это же остров, да, рядом с Британией, где говорили когда-то там на этом кельтском языке, и потом он в середине 20 века уже умер, но они много записей оставили там на кассетах, и потом уже в конце прошлого века, получается, за счет цифровизации, начали какие-то там ролики снимать на этом вымершем фактически языке, и это сделалось модным, и сейчас там, по-моему, 2-3 тысячи человек уже носители опять они восстановили. То есть он как бы возродился, да, это любит приводить в пример с Убыхскими иногда. Хотя он, конечно, сильно сложнее, чем Мэнский. С Убыхским вполне реальная ситуация, потому что невероятная моя благодарность Тефику Исенчу, который, просто он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы зафиксировать этот язык. Он работал с Дюмизилем, с Хьюитом. Ты сам знаешь эту всю историю. Да, конечно. Он абсолютно миссию свою увидел. Вот мы с Славой Чирикбой, он же, кстати, ездил к нему, обсуждали, что как он мог, вот этот старик из какой-то провинции, да, он смог понять, что если он сейчас не поработает, всю жизнь не потратит на это, этот язык просто уйдет в забвение. И он фактически всю свою жизнь потратил на то, чтобы огромное множество записей, огромное множество грамматик, словарей оставить. И если у нас будет такая благоприятная ситуация и будут добровольцы, да, мы вполне можем реализовать такой проект, как возрождение убыхского языка хотя бы для какой-то численности народу. Поэтому, да, абсолютно верно. Да, ревитализация языка – это вполне реальная история. Хорошо, тогда... вот еще момент. Да, ты в Фейсбуке как-то публиковал такие анимационные ролики, то есть даже возвращаясь к технологиям, такие короткие сказки были, да, анимированные. Можешь так вкратце, в 3 словах рассказать, что это за идея, проект, как бы для чего это делалось и как ты его реализовывал?
Ну, и в планах еще есть ли у тебя продолжение? Ну, все это довольно случайно началось. Я где-то текст выписал небольшой, попросил... В общем, как там было? Там было как раз-таки... Я не мог найти живых информантов по одному из шапсукских говоров, а его Дюмизиль описал. А он похож на говор одного моего знакомого, тоже с Турции. Я говорю, начитай, говорю, как это звучит. Он начитал. И как раз вот эта хедра вышла, вот эти говорящие головы, я думаю, наложу. Наложил, ему скинул, он посмеялся. هيج أبزاخ ورم يتخدز قشفس وتني شداو أبزاخر مزم قزيك إجم شابسغ ورم مزم شخ ورم بجخ وتسلا واغي واخا. Потом думаю, а что не сделать проект? Вот шапсукский есть. Так, давай я буду все диалекты запишу, может быть, там дублируя по несколько раз, то есть, ну, буду искать тексты какие-нибудь вот такие коротенькие. Там же тоже не разгуляешься по времени, по хронометражу, там, сколько там, минута, что ли? Да, дорого достаточно, если так. Да, очень дорого выходит, потом, ну, и зацепить людей это долго ж не будут слушать, в общем. И пошло-поехало, я, в общем, стал по диалектам делать. Ну, такой чисто у меня проект стал, ну, такая презентация диалектов всех, диалектового разнообразия. Не просто шутейки, знаешь, вот, ну, можно сидеть, это бесконечно делать, искать историю, там, ее озвучивать при помощи этого, а я именно постарался именно языковое разнообразие показать, а потом уже, думаю, заморочусь, я сделаю, ну, с праязыком. В общем, кстати, эта история, которую я перевел на праязык, вернее, ну, рассказал на праязыке, я чату GPT дал слова, словарик такой дал, используйте слова, типа, и создай мне басню какую-нибудь. Ну, и с какой-то попытки он более-менее басню с каким-то смыслом, с какой-то моралью мне выдал. Есть же басни Шлейхера, если ты знаешь. Да. Упражняются разные языки. Басню Шлейхера я давно делал, там куча ошибок, но в басне Шлейхера проблема, там мало слов разнообразных, там повторяющиеся, там лошадь, овца, там вот так. А тут хочется разных животных, чтобы всю фонетику показать, различия фонетики. Прогум зачу бжако, зачем тхыча, пченек аква, катепчукутк, зача дычара, зача жирадатраха. И, в общем, вот при помощи GPT я создал басню, ее озвучил вот на праязыке и решил уже сделать с каким-то более-менее сюжетом. Там, опять же, чат GPT, разные вот эти ресурсы использовал. В общем, где-то месяц я это делал, я понял, что я в ближайшие пару лет не буду этим заниматься, потому что, ну вот, пытаясь сохранить каких-то персонажей, создать сюжет, сейчас еще очень сырые технологии. В общем, ну, с праязыком у меня такой финиш был пока что, вот такой завершенный проект. Ну, я его использую. Во-первых, ну, люди узнают, что есть разные диалекты. Много, кстати, просмотров было. Естественно, ну, кабардинского больше, потому что его много кто понимает. Но, тем не менее, на страничку заходит, ничего себе, и такой диалект есть. А про язык еще есть, ничего себе. В общем, ну, как-то это сработало. Плюс я же говорю, в детский лагерь ездил, я там детишкам, в общем, как раз про диалекты рассказывал. Прекрасный материал, вот такой чисто. Не надо никакие видео искать, поставил. И цепляет, это можно посмотреть. Ну да, готовые мультики. В общем, да, готовые мультики. В общем, про продолжение ничего не скажу, потому что для меня, если честно, это все супер примитивно, вот эти говорящие головы. Тем более это сейчас такой, знаешь, слишком такой трендом стало, и, ну, интернет замусорило это все. Очень много этого всего, и хочется, если делать, то уже делать с умом. Что-то хорошее делать, что-то сюжетное, что-то красивое. Может быть, в будущем я этим займусь, но пока на это время тратить не хочу. Вот этот проект я, в принципе, закончил для себя, и, ну, как бы есть все. Ну, понимаю, да. Ну, говоря вот уже о том, что у тебя есть такой в запасе проект, да, в целом, вот исходя из тех материалов, которые ты собирал в экспедиции, вот в WhatsApp ты собираешь, еще что-то, на твой взгляд, вот как ты вот решаешь, что ты сейчас уже хотел бы опубликовать, а что, возможно, рано, и ты будешь вот сохранять? Если так вот сравнить то, что у тебя уже есть, много ли материала ты оставляешь, и какую часть ты уже в публикацию отправляешь сегодня? Ну вот смотри, вот такого фольклорного материала, я тебе, как до этого сказал, мы уже, ну, не находим.
Это чисто лингвистический материал. Опрос по фонетике, по лексике, там какие-то такие моменты. Но, конечно, у нас есть архивные записи, огромный архив Адыгейского института, Кабардино-Балкарского института, там радиоархивы и так далее. В книгах множество вот этих разных фольклорных записей. Ну, вот Рая, Унарокова, Мадина, они вот в диаспоре собирали. То есть, ну, багаж невероятно огромный. И с этим можно работать годами. То есть, если кто-то задастся целью это все публиковать в виде там анимации, либо в виде каких-то мультфильмов и так далее, там работы непочатый край. Мы 1% нету вот, опубликованы, известно людям. Вот, ну, вот я ругаю, опять же, вот эти фольклорные группы. Почти все поют одно и то же. Вот Жур спели когда-то какие-то песни, плюс-минус вот этот репертуар, он гуляет. А посмотришь там архивные записи, посмотришь вот этот Гиппиус, Барагунов они выпускали, а Кардангушев, там Гиппиус, Барагунов, кажется, тоже в соавторах. Вот 4-томник есть. Там огромное множество песен с орфографией, все с переводом, еще нотированный, то есть с нотами. То есть хорошему музыканту это все спеть, то есть проблем больших нету. Это еще можно в виде аудио найти в архиве, без проблем. То есть для тех, кто хочет что-то выпускать в виде контента, в виде там, не знаю, каких-то композиций современных, огромный материал у нас есть. Просто с ним надо работать. Поэтому никакого фильтра нету. Пожалуйста, все, кто... Я же говорю, я не могу тратить время на то, чтобы создавать мультики с говорящими головами и выпускать их. То есть я другими вещами занимаюсь. Там просто все совпало. У меня был материал, появилась новая нейронка, и думаю, опробую, и как бы интересно стало все. Ну да, согласен, что так жизни не хватит и ресурсов. Да, конечно, просто, конечно. когда энтузиазме заниматься этим, это должны быть какие-то люди, заинтересованные в создании каких-то таких проектов и популяризации в какой-то форме. Безусловно, ну, надеюсь, нас услышат. Нас услышат, Да. задумаются. Может, те, кто даже не представлял себе о таких источниках, вот, пожалуйста, их много, как говорится. Да. Давай тогда будем потихонечку подходить к финалу, и я немножко таких личных тебе вопросов задаю. Вот когда ты работаешь с материалами, что-то готовишь, есть ли у тебя какой-то ритуал рабочий? Или, может быть, ты какую-то музыку любишь использовать? Или время какое-то специальное, где тебе работается? Ну, время у меня это ночное время, когда и в голове тишина, и вообще за бортом тишина. Я люблю посидеть, что-то поработать. Ну, в основном надо с шумом в голове справляться, потому что вот мы сейчас скроллим там, я не знаю, рилсы, сидим, крутим. И все это, конечно, забивает голову. Потом множество информации, ты читаешь это все вот в кашу какую-то. Поэтому как-то надо свой этот шум в голове успокаивать. А насчет ритуала, ну, я прихожу на работу, у меня вот трубку забиваю, кофе с мороженым. Вот как-то стало привычкой. Вот это, наверное, все. Класс. Как ритуал. Со сладким. Интересно, да. Если бы ты мог задать вопрос человеку, который говорил, ну, допустим, на прачеркесском, адыгском языке, да, вот что бы ты его спросил? Ну, это по моей отработанной схеме опросник подготовил бы. А ну-ка вот эти слова. Правда, на каком языке спрашивать тоже, знаешь. Ну, спросил бы, интересно было бы ареал их расселения, какие реки он знает, допустим. Вот у нас же есть, допустим, гипотетическая прародина, где зихи жили в античное время. Вот насколько с этим совпадает там? Как они эти реки называли? Вот что-то прояснить вот такое чисто по географии, по расселению было бы очень интересно, конечно. Да. Ну и само собой вот, про язык. То, что мы реконструируем, как оно в реальности звучало, раз. И то, что мы не можем реконструировать из-за каких-то вот сложностей, да, вот с этим разобраться. Поэтому у меня бы там вопросов на неделю было бы, как минимум. Как на той даче, да, вот в Беслинеевском ауле. Да. Согласен. А смотри, вот по поводу твоей научной карьеры, есть ли у тебя мысли, да, ну, ты говорил, да, что ты сейчас уже тебя коллеги тянут, так сказать, в эту сторону, и ты развиваешься. Как ты видишь свой трек вот, научный? Хочешь ли ты прям далеко уйти в науку или ограничиться, может быть, каким-то статусом и дальше заниматься? Не знаю, я так глубоко не смотрю на это. Вообще для меня это же
не сильно важно. Ты понимаешь, насколько это важно, когда... Как тебе объяснить? Когда тебе объясняют, насколько это важно. Что там, кандидатская есть, нету. Столько чуши с этими кандидатскими сейчас пишут, с докторскими даже. Мы это все видим. Поэтому я этому сильно большой ценности не придаю, вот этим всем регалиям и так далее. Но раз надо, то надо. То есть, плюс, смотри, у меня, я так думаю, накопится довольно много материала, уже накопилось, вернее, но накопится еще больше, что это захочется в какую-то форму оформить. То есть пусть это будет кандидатская, возможно, даже докторская в дальнейшем, но раз материал есть, его грех не оформить, правильно, в какую-то форму. В первую очередь это будет уважение к тому материалу, который ты собрал, систематизировал, проанализировал, он будет назван вот каким-то именем, что это кандидатская диссертация. Не просто я это где-то написал и забыл, знаешь, но это вот уважение к самой информации. Вот я так на это сейчас смотрю. Поэтому, да, в планах заняться уже кандидатской. Сейчас в работе несколько статей, я их очень медленно пишу, потому что, во-первых, не спешу никуда, во-вторых, их надо так как-то в сторонку убирать, чуть думать, потом возвращаться к ним. Наброски сделал и собираю материал. И вот, да, буду думать именно какую тему для кандидатской и именно подбивать к ней свой материал. В общем, в ближайшие годы этим буду заниматься. Это благородная, на самом деле, работа. Я верю, что у тебя получится сделать крутой материал. Потому что это классно, Спасибо. когда ты уже горишь этой темой, да, и ты знаешь, как это сделать, и это оригинальный, уникальный твой материал. Это вот кайф, мне кажется. Даже можно потом сразу и в книгу сделать. Последнее тогда спрошу тебя, прежде чем мы закончим. Такая философская фраза. Если бы тебе нужно было вот одной фразой объяснить людям, зачем сохранять родной язык, когда носителей уже мало, что бы ты сказал? Тут я немножко дизайнера включу, потому что основной мой вид деятельности. Разнообразие – это красиво, а унификация – это всегда плохо, это загоняет в какие-то рамки. Поэтому надо сохранить разнообразие, в том числе языковое, культурное и так далее. Как это? Когда мы смотрим на мозаику, мы видим богатый рисунок, а когда на мозаике один цвет, это просто серый бетонный пол. Да. Спасибо большое, Альберт, за это Спасибо тебе. крутое интервью. Действительно, ты многие вещи раскрыл. Очень классно. Я думаю, многие задумаются. Действительно, так сказать, тут у нас и практического, и философского много действительно было. Вот, так что я надеюсь, да, не первый, не последний раз, и будем еще развивать эту тематику. И, думаю, и комментарии будут у нас интересные, будут какие-то вопросы, с которыми можно будет подискутировать в нормальном ключе, да, не в таком ютубном. Вот. Поэтому еще раз спасибо большое, что уделил время, и очень рад тебя видеть. Будем тогда, да, так сказать, на связи вот в этих исследованиях, которые ты проводишь. Спасибо тебе, Виталик. Поработаем еще, я думаю. Обязательно, Альберт. Спасибо. Все, давай, пока. Спасибо вам большое, что досмотрели это интервью до конца. Это была действительно очень интересная беседа с Альбертом, и он, во-первых, прояснил многие моменты, которые были не очень структурированы, например, в моей голове, и также позволил развеять некоторые стереотипные заблуждения о языках Северного Кавказа и, в целом, кавказских языках. Язык — это сложная конструкция, да? Это такой код, который формирует мышление как наше индивидуальное, так и общество, в котором мы живем, с которым мы говорим на одном языке. И этот код, с помощью которого мы понимаем реальность вокруг нас, мы ее объясняем для себя самих в первую очередь, описываем. При этом мы понимаем, что этот код вшит внутри этого кода, внутри языка вшит опыт множества поколений до нас. Да, это вот тот код, то описание реальности, которое развивалось поколениями у других людей, и досталось нам в наследство в виде языка, на котором мы говорим. И поэтому такой код уникален и неповторим сам по себе. Каждый язык уникален, и каждый язык неповторим сам по себе в своей сложности описания реальности. И сегодня массовая урбанизация, когда люди едут из селений в города,
наличие массовых технологий глобальных, да, которыми мы пользуемся каждый день, все это сглаживает языковое разнообразие. Да. Маленькие языки исчезают из-за этого. Да. То есть в больших городах все большее количество людей переходит на так называемые большие государственные языки, да, которыми они пользуются в медиа, которые пользуются в повседневной жизни. И это разнообразие исчезает. Оно довольно массово исчезает сегодня, к сожалению. Ну, то есть вот это вот множество разных языков, множество способов описывать реальность, разных способов. И в то же время технологии парадоксальным образом, как я вот говорил в начале, помогают и сохранить языки, их звучание, их смыслы слов и фраз, и дают возможность вот этим исчезающим языкам на какое-то время сохраниться, задержаться еще в современности и, возможно, даже воскреснуть в будущем. Языки народов Северного Кавказа особенны тем, что они, по большому счету, изолированы. Да? Они родились на этих землях, они тысячелетиями здесь развивались, на Кавказе, и более у них нет нигде никаких аналогов, нет каких-то групп больших, в которые бы они входили, да, как многие другие языки мира. Они вот существуют здесь, и это все языки, которые есть в этой группе, других нет. Аналогов нет. И они сохраняют, естественно, свой особый взгляд на реальность, который позволяет нам увидеть ее с несколько иной стороны, да, что человек может видеть мир через язык как-то по-другому, чем мы привыкли, мы, в смысле люди, не владеющие этими языками кавказскими. Поэтому понимание и сохранение таких языков очень важно для человечества, если оно все-таки стремится понять, увидеть альтернативные взгляды на окружающую реальность, альтернативные формы восприятия мира, и, возможно, эти бы объяснения, формы, переданные через язык, в будущем могли бы позволить несколько более гармонично увидеть и построить отношения человечества, человека и природы, человека и окружающего нас мира, Земли, планеты. Сегодня Эльберт позволил нам несколько глубже погрузиться в эту тему и поразмышлять над такими вот метафорическими вещами, связанными с языком и окружающей нас реальностью. Далее в телеграм-канале «Путевой дневник» я опубликую еще несколько полезных ссылок, которые будут касаться тематики языков Северного Кавказа, Южного тоже, да, ролики, которые я уже делал, и некоторые материалы интересные. Скоро также будут еще интересные интервью, поэтому не теряйтесь. Возвращайтесь на этот канал, подписывайтесь, чтобы не потерять, так сказать, из виду, да, новые интервью. Комментируйте, потому что ваши комментарии тоже важны для того, чтобы понимать, да, насколько интересна тема, насколько интересны спикеры, и можно ли развивать эту тематику далее, и нужно ли. Вот. Поддерживайте канал, чтобы была возможность и далее снимать интересные интервью, находить интересных лекторов, материалы снимать, возможно, выходить за рамки такого Zoom-формата в более живой, скажем, диалог студийный. Да, ну, для этого, конечно, без вашей поддержки тут никак не обойтись. Поддержать канал можно несколькими способами. В первую очередь, это Boosty. Для русскоязычных, так сказать, пользователей в основном Boosty. Ну, также Patreon для тех, кто находится вне России. Тоже удобная форма для поддержки. Есть еще несколько способов, которые будут описаны в комментариях и в описании. В закрепленном комментарии в описании к этому видео. Вот. Подписчики в Boosty и Patreon будут иметь возможность воспользоваться дополнительными материалами. Это статьи, книги, видео, которые я буду публиковать в закрытой форме, да, для платных подписчиков, ну, которые дополняют еще и расширяют те интервью, которые мы снимаем с лекторами. И ссылка на все это будет, как я уже сказал, внизу. На этом, наверное, я и закончу сегодняшнюю нашу речь. Надеюсь, вам было интересно. И до встреч в новых эфирах, в новых интервью с интересными лекторами. Всем хорошего дня. Пока.